Друзья, я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас полное прохождение игры Alone in the Dark. Присаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. So, your uncle. Итак, ваш дядя, What's wrong что with с ним him? не так? He's possessed. Он одержим As in the devil? дьяволом или что? Something like that. Вроде того. Говорит, что его He says a преследует dark темный man is человек, following следит him. за каждым его шагом. Watching him at all times. What do you make of it? И что вы об этом думаете? It's nonsense, of Что это course. полный бред. But Но я I'd be совру, lying если if I скажу, said что it совсем не didn't bother me. тревожусь. Знаете, это You ведь у see, it нас runs in my семейное. family. Possession? Одержимость? No, detective. Не детектив. Маниакально-депрессивное расстройство. Мало кто из рода Хартвудов Practically every дожили member до of the Hart старости в family is здравом driven уме. mad before they grow old. But Jeremy didn't Но kill Джереми himself. себя не убил. Он Is that поэтому why he's at оказался Терсета? в Терсето. Despite being convinced that Он he's хоть и truly был убежден в possessed, своей he decided to одержимости, put his решил пойти last в банк и chips on отдать Dr. себя Gray в and руки his доктора Грея и его psychoanalysis, психоанализа в надежде, figuring he что might тот сможет stumble upon помочь ему. some cure. You mentioned the Вы letter. упоминали письмо. I received a Я disturbing получил letter от from Джереми Jeremy весьма тревожное accusing his письмо, staff где and all говорится, the что other персонал patients of клиники и being пациенты involved in состоят в some каком-то cult. культе, в And now they're который also хотят out to втянуть и protect. его. Could it be real? Так ли это? Or is it all Или just все in his происходит head? лишь у него в голове? It's a story he tells Эту историю он himself рассказывает to be. себе, все что угодно, кроме правды. Anything to avoid the truth. Which is? А правда That we're all в том, terribly что мы не insignificant. имеем никакого значения, That что people люди mean so почти very ничего не little to знают one друг another. для друга. That there is Что no Джереми one out to Хартвуда get никто Jeremy не Hartwood втягивает, because he isn't worth до него getting. просто некому. Here we are. Но все же мы здесь. My uncle's not well, Mr. Мой дядя Carnby. болен, мистер Карнби. Я I wanna хочу make убедиться, sure he's что ему all right. ничего не угрожает. Then what's my part in this? Зачем тогда вам я? couldn't get a Такси вы cab? смогли вызвать? I just Мне wouldn't feel safe будет going неспокойно, alone. если я буду одна. Did you bring a gun? Вы взяли пистолет? Yeah. Да. You think it'll actually come to that? Потребуется? No. Нет, но один But you might лишь need to wave вид it заряженного around, оружия depending может on how помочь agreeable разговорить the staff персонал. will be. What exactly Что are we именно gonna мы do when we будем find делать, когда отыщем Jeremy? Джереми? I don't know. Я не знаю. Let's just find him Давайте first. сперва его найдем. Итак, друзья, нам предстоит выбрать персонажа. В прошлый раз мы с вами уже играли за Эдварда Карнби. Это Дэвид Харбор в роли Эдварда Карнби. Сегодня я предлагаю выбрать Джоди Комер в роли Эмили Хартвуд. Сами разработчики говорили, что сюжет раскрывается больше, если играть за девушку. Давайте же все-таки сыграем за девушку и посмотрим, как с ее стороны выглядит все. It's so quiet. Так тихо. Where is Куда все everyone? подевались? It's a big place. Здесь полно Maybe места. on the Может, other они side of the в house. крыле дома. Дом-то Stay большой. here. Оставайтесь I'll have здесь, a я look. осмотрюсь. А если выбрать его, то он зайдет в эту дверь, а она останется там стоять. Не знаю, насколько сильно они будут сейчас схожи между собой. Ну, посмотрим, в общем. Я впервые прохожу за эту девушку, посмотрим. Так. Так, поищите способ пробраться в дом. Хорошо. Игра очень крутая своей атмосферой. Примерно год назад мы проходили ее за мужичка. Ключик, да? What's this? А что это у нас здесь? Так, у нас есть фонарик. И ключ. А В, чтобы включить и выключить фонарь. Отлично. Просто замечательно. Что-нибудь еще? Так, бегать мы умеем. Хорошо.
Играем, ребятки, на ультра настроенной графике. Опа, припас. Сюда. Что было? Дверь закрылась. Well, I don't think I'll be able to get in there. Я не знаю, как бы его открыть так. Так, нам потребуется, скорее всего, либо ключ, либо кусачки. Так. Кстати, вот самое забавное, что игра кушает всего лишь 10 гигов оперативы. Там, кажется, лежит сумочка. Ага. Правая кнопка мыши — это назад. А я ее задержал, и она прицелилась. У нас, кстати, есть пистолетик. Да-да-да, прогрузочка. Локация следующей. У тебя игра на SSD. На очень скоростном, причем. Видимо, не только SSD решает, да? Возможно, моего процессора не хватает, не знаю. Не молодой у меня проц, откровенно говоря. I need the key. Нам нужен ключик. Окей. Навесной замок. Это дверка. Удержите тап, чтобы посмотреть, осмотреться как урожай. Присмотреться как урожанию. Так можно обнаружить точки взаимодействия поблизости. Ага. Слушай, это удобно. Смотри, нажимаешь тап, я сразу показываю, да, тебе? Моментик там, мы сюда подходили? Интересно. Ключ. Так, ключ экономки. Хорошо, это, наверное, вот эта дверка. Я вот думаю, может чувствительность мыши чуть-чуть уменьшить. Слишком ли она? Так, подожди, а что здесь? У нас дверка вот здесь есть, и никакое взаимодействия, к сожалению, с этой ручкой нет. Винтовая еще наверх лестничка. А там вообще завалено книгами. Что? Птичка. Видишь, как бутылка с алкоголем, это для нее как похелиться. Ну что, давай посмотрим. Такие прикольные анимации, эти, да? Напоминает Резидент старый. Так, найдите входную дверь и впустите Эдварда Карнби. Да, так его зовут. Я не успел прочитать до конца. В общем, нашего компаньона. Это детектив, которого мы наняли, чтобы он с нами был, потому что нам страшно. Так, еще. Опа, возьму-ка я еще выпью. Как говорится, много алкоголя не бывает в моей крови. Ладно, шучу. Семейная Библия. Подсказка. Every day your silence weighs a little heavier. Становись женщина. Твое молчание с каждым днем выносить все сложнее. Это был трудный год. Многие потеряли надежду. О страданиях людей писали в газетах. Фотографии покрытых пылью, пейзажей без капли воды. Хотела бы я знать, заботишься ты еще о земле или твой взгляд отвернулся от нас. Я начала искать помощь не в твоем учении. Молю, скажи мне, не сочтешь ли ты этот путь недостойным тебя? Благодаря Батисту и Шарлотте я нашла утешение в Вуду.
Я долгое время скептически относилась к этому карибскому культу, но он помогает мне. Все совершенно безобидно. Я бормочу придуманные креолами слова и ношу с собой мешочек с амулетом. В Библии, само собой, об этом ни слова. Но жрица из французского квартала говорит, что все связано. Говорит, что христианский бог лишь одна из личин Создателя. Мне нравится так думать, только наоборот, что духи ее веры всего лишь проявление тебя, нашего небесного Отца. Я так благодарна за слова, что ты вложил в уста мистеру Хартвуду. Мы будем петь тебе осану в канун Рождества, Иоанна Предтечи. Скоро мир снова будет благословлен. С твоими требованиями сравнятся разве что ветхозаветные жертвы. Да будет так. Мать земли, древа и грязи, мать тысячи дней. Расписка: священный песок $1, масло черного кота $1.50, чертовы шнурки 25 центов, $2.75 суммарно, безрогая коза. Масло черного кота. Что, простите. Еще немножко патронов. Ладно. Почапали дальше. Текс. Оп, еще немножко подгрузочка была маленькая. Подгрузочка. Ага. И еще немножко алкоголя. Ух, мать, хороший у тебя будет вечер сегодня. Как говорится, отдохнуть душой и телом. Не вижу в этом ничего зазорного. Фонарик так светит, блин, ярко. Кажется, в определенных моментах его можно вообще смело выключать. Это было сейчас у меня по левое ухо прям такие удары сильные. Слушай, мы так хорошенечко здесь нанышпарили. Ходит, слышишь, хозяйничает. Алкашку растаскивает, патроны. Хорошо, конечно. Ходит, нышпарит. Так, здесь фонарик я включу. Опять прогрузка была. Так. Очередная дверь с замком. Не заперта. Ну, давай заглянем. Давай посмотрим, что здесь. Двери постоянно закрываются. Надеюсь, она не защелкнулась. Не хотелось бы здесь остаться. Так, здесь пусто, да? Ага. Здесь ключик требуется, ладно. Я так понимаю, если бы он у нас был, мы бы, скорее всего... Ну, он бы нам его предложил. Игра бы нам предложила сразу же применить. Блин, каждый раз вот эти прогрузки непонятные. Мы же только что здесь были. Зачем оно из кэша удаляет? Так, мне кажется, это... Ага. Трат какая-то. Саботаж, подсказка. Please do not touch the boiler. It is what... Пожалуйста, не трогайте бойлер. Он же работает. Несмотря на то, что из-за саботажа произошла утечка, полностью разрушено только декоративное блюдо. Давайте подождем мистера Ченса. Он скоро придет и разберется с утечкой. Мистер Уэйтс. Да, жалко, что нет озвучки русской. Ну, опять эта прогрузка была, блин. Что она дёргается? Так, ну здесь мы не пройдем. У нас горячий пар, видишь? И есть тут разбитое блюдо, которое мы можем... Ага, нам, видимо, не хватает еще одной части. Интересно, конечно, да? Собрать блюдо, чтобы, видимо, покрутить рукоять и перекрыть эту утечку пара. Это наше предположение. Чуть позже проверим.
А с другой стороны, да, что ей мешает? Так, это уже с подвала выход в дом. Секунду, мы здесь все смотрели? По-моему, да. Ну ладно, давай. Поднимемся, значит. Вот, а что ей мешало просто взять там, не знаю, тот же ящичек, вот этот вот ящичек взять, выложить из него все это барахло в это ведро и с этим ящичком пойти и просто прикрыться от пара. Или прогнуться и пройти снизу, да? Мы садиться умеем? Умеем, ну, не слишком низко, видишь? Ладно, спрячь оружие, а то сейчас людей напугаешь. Спрячь оружие, говорю. Сейчас в обморок попадают все. Ходит какая-то женщина с пистолетом, блин. Так, заперто. И что? Было бы не очень забавно, если бы здесь кто-то лежал в ванну и принимал, и мы такие с пистолетом. Так, еще. Эти пулечки. А сумка? Прикольно, что даже она, смотри, двигается, смотри. Ну, вроде мелочь, да? Кстати, игра, по-моему, на Unreal Engine 5, если я не ошибаюсь. Блин, и вот она мне скачана на компе, ребят, если бы вы знали, она мне скачана на компе еще, наверное, да блин, ну вот, наверное, она у меня на компе. Мы же прошли за мужика. Я все думал потом пройти за нее, но нужно было выждать время, чтобы немножечко подзабыться, знаешь. А то как-то проходить сразу подряд еще раз. Я же знаю, что они схожи. Так, дневник Лотти. Sunday, June 22nd. Воскресенье, 22 июня. Я весь день потратил на поиски Джереми. Мне надо было смотреть за остальными, но я боюсь, что он сотворит нечто необратимое. Кассандра расстроена из-за того, что я не выдала ей последнюю партию обезболивающих, которые Уэйтс вчера принес с почты. Я бы отдала лекарство, но компания не выслала новый ключ, поэтому коробка просто стоит на месте. Господи, поэтому коробка стоит на моем столе. Они, наверное, подумали, что у нас уже предостаточно их бесполезных ключей. Помню, видела где-то один до вечера. Грейс играла с ним в парадном зале, так что лекарства подождут, разве что ключ появится сам по себе. Нужно понять, где Джереми. Думаю, Джек что-то знал. Это его собака нашла в доме странную гниль. Она показывает нам, говорил он, словно те пятна и полосы зловонной гнили говорили с ним. А мы ее открывали? Нет. У нее же 5 бутылок, блин. Так. Заперта коробка с лекарствами. Угу. Вот еще бутылка. Кстати, ты ее можешь взять? Так. Поэтажный план Дерсетто. Отлично. Теперь у нас есть карта. Смотрите. Угу. Приблизиться одолеть нельзя. Можно менять этажи стрелочками. Так. Второй этаж. Это первый. Вот здесь мы были. Вот, смотри, кстати, обозначение закрытой двери, видишь? Так. Ага, здесь мы поднялись. Сюда зашли. Так, ну ладно. Как мы можем, если что, ее вызвать? Опа, ключ от площади. Супер. What's this? М не работает. И это инвентарь, да. Как нам быстренько переключаться в этом меню? Surprise. Цели. Найдите входную дверь и впустите детектива Карнби. Так, это цели. Понятно? Карта. Как быстро в карту переходить? Мне интересно. Тап, это у нас что? Это подсветка. Капслок, ничего. Shift это бегать. Ctrl присесть. C тоже присесть. Q. Пока не ясно. V фонарик. F, H, M. Ничего. P. P пауза. O. U. Y.
Так, ну ладно. Так, единичка это пистолет. Понято. Ну ладно, разберемся по ходу дела. Удерживайте И, чтобы открыть... удерживайте. Все. Отлично, просто удерживаем. Класс. Спасибо. Видишь, как оно все просто оказывается. I need the key. Да, я знаю. У нас... Понял. Можно, в общем, листать инвентарь, но, видишь, у нас ключ от площади, а это... Очевидно, что это не площадь. Вот, сюда подошел. Сюда он подошел. Вот. Секундочку. Что у нас здесь? It's wet shut. Так, ну... В общем, здесь бумага запихана под дверь, и она не может открыть дверь из-за этого. Ну ладно. Забавно, конечно. Что здесь? It looks important. Слышишь? Обрати внимание на тень. Она... Блин, наверное, плохо будет видно. Ну, как будто силуэт чей-то. Видишь? Вот голова, плечо, левое, правое, ну и туловище. Свет падает, получается, откуда? Кстати, как будто источник света небольшой, но... вот. Вот лампочка. И вопрос, откуда вот этот свет? Как будто бы, знаешь, дверь где-то должна быть открытой. Причем я когда хожу, я не закрываю собой. Ну ладно. Не будем придираться к этому моменту. Опять вот эти прогрузки какие-то. Так. Это, наверное, какой-то быстрый спуск. Секунда, что у нас вообще в инвентаре есть? У нас есть кольцо, письмо, книга, сообщение, книга, презенты, цели. Ладно, спрыгивать мы не будем. Кстати, вот подозрительное место. Похоже на кровь. Как будто здесь что-то произошло. Пошли дальше. Whoa. Опять прогрузка. Так. Дверь справа. Пробуем дернуть. Ключ. I need the key. Да. Так, тут еще наверх подъем пошел. Так. I need the key. Так, все заперто. Интересно, да, что вот ты ходишь по дому, и у тебя все двери заперты. Ну, не все, но... Половина двери заперта. Конечно, если у тебя большая семья и прислуга, и несколько человек, очевидно, что некоторые двери желательно закрывать, чтобы не лазили. Я, например, лично очень не люблю, когда у меня в кабинете начинают передвигать местами мои вещи. Если я где-то что-то положил, там какой-то документ, может быть, или какой-то инструмент, или что угодно, я знаю, что я приду в это место, и я уверен, что это будет там лежать, и я смогу его взять. Так, Пикают-пост. The Great Depression. President Hoover. Великая депрессия. Президент Гувер повышает тарифы более чем на 20 тысяч импортных товаров, чтобы защитить американских рабочих. После биржевого краха на Уолл-стрит 24 октября прошлого года американская промышленность сильно пострадала. Тысячи компаний обанкротились, из-за чего огромная часть американских рабочих осталась без работы. В попытке изменить ход событий президент Герберт Гувер подписал закон Смута-Хоули о тарифе. Регулируя торговлю с зарубежными странами, государство надеется дать промышленности Соединенных Штатов больше шансов на конкуренцию с дешевым иностранным импортом.
Суверия на подъем. Вуду-магазины и медиумы Нового Орлеана получают большую прибыль в нелегкие времена. Да, кстати, мы сейчас находимся в Новом Орлеане. Хотя рынок переживает трудный период со времен прошлогоднего черного четверга, у вуду-докторов и заклинателей змей поток клиентов значительно вырос. В наступающий канун Рождества Иоанна Предчи 23 числа полиция ожидает повышенной активности сектантов вокруг Байю Святого Иоанна на южном берегу озера Паншартрен. Вуду-ритуалы в этой местности восходят к первым змеепоклонникам, которых перевезли как рабов из Западной Африки. В 19 столетии легендарная Мария Лаво популяризировала их практики, и с тех пор их переняли многие креолы и уцелевшая аристократия французского квартала. Пиши пропала писательница. Слухи о том, что писательница Кассандра Борегар обосновалась в Дерсетто, подтвердились. Лечебница Дерсетто – старый Лечебница Дерсетто – старый плантаторский особняк на восточных берегах озера Поншартрен, хотя за ней закрепились слава сумасшедшего дома, главный врач заведения Эльмор Ли Грей предпочитает думать о месте как о санатории, куда приезжать отдыхать и выздоравливать. Список пациентов хранится в тайне, но по слухам туда входят белые вороны многих богатых семей. Лечение в Дерсетто по карману лишь им. Теперь же местная писательница Кассандра Борегар сама подтвердила слухи о своем новом месте жительства. Автор множества бестселлеров госпожа Борегар, снискавшая славу сильного голоса креола, совсем недавно завершила работу над сценарием фильма «Убойное ущелье», который должен выйти на экраны в следующем году. Очень интересно. Wait, don't. Стойте, не надо. Excuse me? Простите. Do you know where I Вы не can знаете, find где Jeremy мне найти Hartwood? Джереми Хартвуда? Of course Я not. не знаю. McCarthy, what are you Макафри, что вы doing? здесь делаете? I Я told же you велела not вам to не lose спускаться sight of с the girl. не спускать Don't девочки you worry, глаз. Не Max. волнуйтесь, I'll Мак, я find найду that маленькую little негодницу. Who are you Кто вы people? такие? What are you И что doing вам here? нужно? I'm sorry about all Простите this, за but I'm looking вторжение, for но my я ищу uncle. своего дядю. His Его name is зовут Jeremy Джереми Hartwood. Хартвуд. What are you doing, Что ты child? здесь делаешь, You дитя? shouldn't be Тебе alone. нельзя гулять Go одной. find Иди отыщи McCarthy. Маккофри. you? Кто вы? Are you here Вы for на the праздник приехали? Go-Go? Go upstairs Наверх now. сейчас же. My name is Emily Hartwood. Я Эмили I'm Хартвуд, the niece племянница of Jeremy Джереми Hartwood. This Хартвуда. is А это Detective детектив Carnby. Карнби. The police? Полицейский? Why are you А here? зачем вы здесь? No, I'm a private Не, частный investigator. детектив. Sorry about Простите за it. My беспокойство, но моя client's worried клиентка about her переживает uncle. за дядю. He's a patient here at Он Dressetto. пациент здесь, If в you don't mind, Дерсетто. could Не you подскажете, как direct мне его us where найти? to find him? No, I can't. Нет, не подскажу. Jeremy Джереми has пропал. gone Если missing. оставите свои контакты, я Leave your обязательно с вами information, свяжусь. I will make sure to contact you. Wait, he ran А away? походите, он сбежал? No, he won't Нет, leave the house. он не покидал He's дом. around here Джереми где-то somewhere, and здесь, both и of оба our наших санитары orderlies are занимаются его looking for him. поисками. That's unacceptable. Возмутительно. Where's А Dr. где Gray? I доктор want to Грей? Я speak with хочу him поговорить с ним immediately. сейчас же. Fine, I'll ask Дело him. ваше, я его Wait here позову. and Ждите don't здесь, touch ничего не anything. трогайте. Блин, их голоса, наверное, перекрикивают, да? Наверное, голоса перекрикивают. Блин, надо сейчас прикрутить. Do you want to see Хотите Jeremy's посмотреть room? комнату Джереми? Can you show us? Ты нам покажешь? Follow me. За мной. Сейчас я в паузу выйду, когда закончится заставочка. Thank you. Спасибо. Strange kid. Странная малышка какая-то. Let's look Давайте around, see what we can find. осмотримся. Может, что-нибудь удастся найти. Так. Самую малость я голос перекручу. Звук, текст, диалоги. Так. Вот, чтоб прям не сильно, пусть будет. Было 10, станет 7. Нормально.
Так. То получается как-то, блин, в унисон со мной. Так, ключ от сундука. Идем по часовой, как во время осмотра места преступления. Да, и будем по спирали идти к центру. Блокнот с записями, подсказка. Every night the dark man Так, блокнот с записями. Каждую ночь темный человек стоит, будто мрак на пороге моей комнаты. Считает дни до момента, когда мой дух вытечет из уставшего тела. Лишь его бледная маска укрывает остатки моего рассудка. Если смотреть в лицо этого демонического султана, останавливается само время. Мог ли он также смотреть на моего отца, когда тот боролся за жизнь? Быть может, его скрытое лицо преследует и мою племянницу? Хочу, чтобы моя душа познала покой в том выжженном солнцем монастыре Таруэла. Найду ли я себя там, Хуан, или сеньору Перози, вернувшуюся из потустороннего мира? Каждую ночь я от него прячусь, прыгаю из одного бесформенного воспоминания в другое. Сцены, появившиеся из фантазии и бреда. Места, которые трудно даже нарисовать. Хотел бы я понять вашу гибель, сеньора. Можно ли хоть что-нибудь для вас сделать, кроме как похоронить в этом брачном некрополе? Это триумфальная часовня, возвышающаяся над надгробными плитами и печными склепами. Господи. И печными склепами станет вашей могилой. Здесь вы найдете покой, а я слезы. Господи, тут еще страницы есть. Как вы пришли к пониманию таких вещей, сеньора? Откуда знали, что потрепанный котел в подвале приведет меня на кладбище Лафайет? Или что старые часы с астрономическими мотивами наверху перенесут меня к тому ненавистному холму у Клермон-Харбор? Это мои воспоминания, мое прошлое. Существует ли шанс, пускай и маленький, что я смогу увидеть Таруэлу? Я хочу этого сильнее всего на свете. Прошу, пускай мой талисман унесет меня туда. Пускай я сяду рядом с Хуаном под его деревом Бодхи. Несмотря на то, что она продала мне этот талисман, мисс Джексон, жрица Вуду, не раскрывала ни одного из моих секретов, поэтому мне пришлось поехать в Тонкрит. Зато она поведала Батисту, моему санитару, что его предадут и убьют ужасно жестоким образом, что любимый им человек пронзит его бедро острым копьем, и что его сожрет собственная мать. Какие ужасные слова. Обитатели Дерсета становятся опасными, они не видают, что творят. Я должен им помешать. Я пытался поговорить с доктором Греем, но он не понимает, а доктор поглощен моим лечением. Как можно полагать, что зло можно излечить лекарствами и беседой? Санитария, экономка, пациенты – все невменяемые. Они призовут зло в этот мир. Все будет потеряно. Все. Если только я не отыщу администратора мистера Уэйтса. С виду у него ясный ум. Может, Борегар? Темный человек предложил мне тюрьму, и я согласился. Подписал этот скверный контракт и стал частью темного пакета. Господи, темного пакта. Все в безопасности, кроме меня. Все в безопасности, кроме меня. И просто какой-то рисуночек. Смотрите. Ага. Можно даже чуть-чуть ближе, видишь? Так, расписная плитка. Кстати, это, походу, для подвала. Расписная деревянная плитка. Судя по мотиву, это часть большой картины. Да, это кусочек недостающего пазла из подвала. Какие красивые лучи солнца пробиваются. Симпатично выглядит. Что там? На что уставился, дружочек? Визуализируешь? Это что? В воздухе летает. Смотри. Диалог в воздухе летает. Сейчас, подожди. А, сюда. Хорошо. Так. Это центр, верхушка. Это низ. Это здесь, это здесь. Опять бумажка. Have you ever seen anything Вы like когда-нибудь this? видели что-нибудь подобное? Looks like a Похоже на talisman. талисман. You mean like this one? Вроде этого.
Find me a knife to cut the canvas. Найдите мне нож, чтобы вырезать холст. Хочу I забрать с want to собой. take this with me. You want to take the Хотите painting? забрать с собой картину? Sure. I'll Окей, find one. конечно, сейчас найду. Очень сильно испугался. I found this tube as well. Мне еще тубус попался. В него можно положить картину. Do you want to carry it? Вы or понесете should I? или, может быть, мне взять? Мисс Хартвуд, Эмили. Miss Hartwood. Emily? I'll take it. Я возьму. you. Спасибо. We're done here, right? Здесь мы закончили? I'm not sure. Я не знаю. I don't know how to do any Я of таким this. занимаюсь впервые. Listen, I think we should talk to Слушайте, Dr. я Gray. думаю, надо пообщаться с must know доктором something Греем. about what's Он going on. должен быть в курсе того, что здесь происходит. Okay. Да, хорошо, Let's так do и that. сделаем. Так и сделаем. Come on, I don't want to be here all night. Давайте, я не хочу до ночи заниматься этим. Detective Carnby? Детектив Where Карми? did- А где вы? What on earth is happening? Господи, что происходит? What is this? Куда я попала? Так, исследуйте лавку на углу. Слушайте, я немножечко убавлю громкость общую, наверное. Самую малость. Эффекты, музыка. Блин, вот где-то пусть будет вот так, на всякий случай, потому что приходится перекрикивать. Себе я чуть увеличу. Так. Что-то произошло. Еще патроны. Так, хорошо. Выходим отсюда. Такой фильтр, да, немножечко изменился на более зеленый из-за такого горячего, теплого. Смотри, планировка как будто бы чуть-чуть изменилась, да? Так, фонарик у нас есть, не забываем. О, господи. Что-то такое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Они уворачиваются. Ладно. Можно мы просто уйдем. Не трожь меня. Мне жалко патроны. Так, как нам использовать аптечку? Хотя пока что не обязательно. Опять прогрузка. Ух ты, козлина. А сколько на тебя патронов нужно? Не, серьезно. Ты что такое? Как птичку использовать? Ждите. Не понял. Кстати, прикольно, стрелочками можно. Стрелочками клавиатуры можно. Короче, WASD и стрелочки, понял? Это получается как два стика на геймпаде. Как использовать аптечку? Подожди. Тап. Это посмотреть вот так. Кстати, прикольно. Можно тап использовать для приближения.
есть можно вот так, но это не слишком хорошо приближает. А вот так вообще четко. Давайте разберемся с аптечкой. Могу понять. Блин, секунду, я извиняюсь. Управление, раскладка. А где клавиатура? Ага. Так. Прицелиться, рывок туда-сюда, смотреться уклоны. Угу. Shift, пробел. Я понял. Рукопашка на F. Ладно. Удерживать 1, это оружие 4. Выпить Г. Выпить Г. Расследование и пауза. Выпить Г. Я пока не буду, там в принципе... This can't be. Быть этого не может. Что происходит? Очень прикольная атмосферочка такая прям Сайлент-хилловская. Кстати. О, хорош, смотри, давай сейчас мы используем аптечку. И возьмем новую. Класс. Все, мы, видишь, использовали и взяли. То есть 5 аптечек максимум. Патроны. Отлично. Ты чё, горилла? Эмили, это вы? Batiste? Батист? Ты чё, охренел? I was back at Dorsetto. Я была в Дресете и искала своего дядю Джереми. Looking for my Uncle Jeremy? Джереми ваш дядя? Я не знал. Why would you? Неудивительно. Ты все еще работаешь в Дресето? You're still working at Dorsetto? Угу, мы с Лоти решили остаться, теперь мы настоящие санитары. Помните мою сестру Лоти? Помните? What happened, Batiste? Что случилось, Батист? How are we Почему мы here? здесь? Вы знаете о темном человеке? Что преследует? I'm familiar with his Мне известно mental его state. психическое состояние. Мне кажется, мы у него в голове. Эти улицы реальны, но их ни на одной карте нет. Как будто ты что вспомнил, но неправильно вспомнил. Do you know how to Ты get знаешь, back как to попасть Dorsetto? обратно в Дресету? I'm not safe. Здесь опасно. Это Это вы верно подметили, мисс Маркс. Don't call me that. Не называй меня так. Я мисс Эмили Хартвуд, и нет причин No обращаться reason to ко call мне me anything по-другому. else. Простите, Эмили. Просто говорю как есть. Здесь для всех опасно. Зло таится во тьме. How do I get back? Как мне выбраться? Это знает лишь Джереми. Его ведет амулет Джуджу. You mean this talisman? Ты про этот талисман? Он самый. Ваш дядя говорил, что он его защищает с момента, когда получил его от мисс Джексон. You know where it came Ты from? знаешь, откуда он взялся? Был там? Было около часа назад, искал Джереми. Я там все запер, чтобы упыри не пробрались внутрь. Вот ключ, если хотите, можете посмотреть. Thank you. Спасибо. I'll take a look. Я там посмотрюсь. Береги себя, мисс. Берегите себя. Так, ладно. Ключи Батиста. То, конечно, он, блин, напал. Ни с того, ни с сего, трах-бах. С таким ударом, с таким весом такого удара, блин, он ей мог и голову отломать. Блин, с петель слетело бы просто. Ну, килограмм 110, наверное, 120. Посмотри на ту машину. Are you staying here? Ты здесь останешься? Пока что да, я хочу дождаться, когда Джереми вернется. Your sister. She also Твоя works сестра, at она Dorsetto? работает в Дресету? Ага, она там на работу нашла.
Be careful. Будь осторожен. You said it, miss. Ага. Да все, пошли. О, патрончики. Патрончики. Так, ладно. Так, мы ж... Ага, отлично. 22 патрона у нас. Я надеюсь, хватит. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, это жестко. Иногда что-то есть, видишь, иногда нет. Она, видимо, на рандоме происходит все это. Это жесть, конечно. Я так понимаю, этими звоночками можно как-то привлекать внимание к себе. Так, предметы можно бросать во врагов или использовать для их отвлечения. Нажмите Q, чтобы быстро бросить предмет. Держите, чтобы прицелиться. Хорошо, какие предметы? Понято. Так. Ой, блин, нет. Так, подожди, если просто взять... если просто нажать... Да блин, ты что творишь? Твою мать, увидел. Побежали. Я не знаю, куда. Ёб твою мать. Ой-ой-ой-ой-ой, как ты близко. Отвали. Вот и придется сражаться. Слушай, а можно в него бросить эту хрень? Типа как-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Мать, беги. Беги, мать. Сейчас, подожди, попробую развернуться, резко в него швындрындуть. Хоть чуть-чуть замедлить. Блин, слушай, очень много патронов такой идет. Это всего лишь один. Ой, блин, да, это жестко. Ладно. О, спасибо, патрончик, отлично. Здесь был топор. I can't go that way. А мне туда не нужно. Интересно, а он, ну, по ударам безлимитный или нет? Так, ключи батисты. Сколько раз топором можно бить? В Last of Us, например, когда играешь, когда бегаешь с холодным оружием каким-то, оно всегда количество ударов на оружие отображается. Типа там около 5, может быть, и меньше. Здесь пока не ясно. Знаешь, вот чего не хватает? Возможности взять этот кирпич и просто нести в руке. А мне для того, чтобы его не бросить, нужно постоянно держать нажатую Q. Это очень неудобно. И с ним не побежишь. То есть это в моменте чисто схватил и бросил. Нельзя с ним перемещаться. Так, малая, пригнись. Аккуратненько, тихонечко. Мы пока лишнего внимания к себе привлекать не будем. Там я вижу, тело шатается на втором этаже. Там патроны возьми, блин, их. Возьми, я же вижу, что они есть. Да, ты на приколе. Какого хрена? Наконец. Слушай, ну это не единственный, там сверху еще один. Кирпич. Блин. Слушай, коктейль Молотова, вообще классная тема.
Да, конечно, так долго. Особо долго так не походишь с кирпичом. Здесь один или больше, интересно? Очень неудобно. Блин, с кирпичом в руке ходить. Ёб твою мать. Он сюда идет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты чё? А с вас ничего не выпадает? Вроде нет. Ну ладно. Короче. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть теория, что... Пошли вниз. Есть теория, что это в голове у Джереми все происходит. Твою мать. Я и себя немножко поджег. Он очень быстро бегает. Так, аптечку использовал. У меня есть еще одно место для новой аптечки. Вообще, по возможности, просто от них убегать. Коктейль Молотова, блин, здесь он стоял. Я типа мог пробежать просто дальше. Жалко, ты не можешь его взять. Себе в инвентарь. Патрон. This must be Miss Jackson's place. Похоже на гостиную мисс Джексон. Может, тут я узнаю что-нибудь полезное о талисмане Джереми. Может быть, может быть. Дверь без ручки. Не открыть. Отлично. Птичка. It looks exactly Выглядит like в точности как Jeremy's house. талисман Джереми. Талисман. Хорошо. Старинный талисман, выточенный веками. Гравировка цифр, судя по всему, не более 100 лет, но основа вполне может восходить к античности. Черный солнечный камень в центре отполирован до блеска, и порой создается впечатление, что внутри него скрыто изображение. Вполне возможно. Все может быть. Так, здесь нажимаю, ничего не происходит. Ладно. Опа. I think it's meant to hold the Думаю, talisman. именно сюда и надо поставить эту штуку. I'm Так. not sure what numbers I should Даже use. не знаю, Maybe какие there's цифры something надо in указать. Jeremy's Может, это записка Джереми что-нибудь найдем? Можем крутить. В общем. Интересно. Так. Справа, видишь, 555 сейчас стоит. На каждом из дисков 555. Так, давай посмотрим записи Джереми. Какие-то еще подсказки, может быть, нет? Так, секундочку, секундочку. Расследование презенты, Emily found цели. this waking dream disturbingly persuasive. Используйте If талисман, this чтобы was вернуться в Jared's Дерсетто. world, what did that Подсказки. mean? Французский квартал. Was the Ищите комбинацию Hardwood чисел family на схеме suffering a талисмана в literal своем curse? инвентаре. Was the Понятно. Так. У нас здесь есть блокнот с записями Джереми. Давайте посмотрим. На 5-й странице был... Вот он, смотри. Вот он слева вверху. Нарисован. 3, 5, 8.
Так, значит, смотри, маленький диск от маленького к большому. 853. 853. Давайте попробуем. Так. 8. Здесь уже пятерка есть. И здесь 3. Что теперь? Ничего не произошло? 853 нет. Давай 358. 3, 5, 8. Да. What's that picture in the Что за glass? картинка? Where is А it? где это? Стол, картина. Это где мы сейчас находимся? Стол, картина. Ой. Прогрузочка, прогрузочка. Следующая локация, видимо. Good to see you again, Рад снова Miss вас Hartwood. видеть, мисс Mrs. Хартвуд. Thompson Мисс called. Томпсон сообщила, что вы здесь. She also alerted А me еще that сказала, you что вы привели с detective. собой детектива. Мне не терпится Very узнать, что curious вы to hear what затеваете. this is all about. You don't remember Не me, поймите do you, меня Miss неправильно. Hartwood? Ой, не помните меня, мисс Хартвуд? We met at your Мы family встречались house in the в нашем Garden семейном District, особняке в when Гарден your Дистрикт, uncle was about когда to be вашего дядю admitted under my отдавали под care. мою опеку. No, I remember. Нет, я не Sorry. помню, простите. I'm Что-то мне not нехорошо. really feeling well. В таком случае присаживайтесь. Я смешаю вам коктейль. Похоже, я не произвел на вас тогда особое впечатление, а вот и я вас помню очень хорошо, как и ваших родителей. Because of our cheerful Из-за disposition. нашего задорного нрава, полагаю. Вы слишком умны, чтобы так думать. Веселье в вашей семье днем с огнем не сыщешь. Единственной забавной вещью в моем визите было то, что юная леди предпочитает старомодный Old Fashioned. Very astute. Как проницательная, я должна счесть вас умным и внимательным. Выбирайте сами. Расскажите, зачем вы здесь, мисс Хартвуд? И зачем привели с собой детектива? I received a letter Я from получила Uncle. письмо от дяди. Он был уверен, что здесь ему находиться опасно. Если я узнаю, что вы дурно с ним обращались, заберу его с собой в Новый Орлеан. Да вы что? Будете вместе жить в вашем крохотном гнездышке? Хороший способ навсегда остаться старой девой. Вы ведь в курсе, что отец никогда не пустит его за порог своего дома? О, знаю. Уедете с ним обратно на север. Вы уже несколько лет хотите вернуться, правда? Материнская сторона семьи вам всегда больше нравилась. Забирайте Джереми куда хотите. Я вас возражать не стану. Только напоминаю, что есть небольшая проблема. Он пропал. Do you know where he could Знаете, have куда он мог направиться? Нет, боюсь, что нет. Персонал занимается поисками. Уверен, скоро ваш дядя найдется. Особенно, когда послышит племянница. Он вас в душе не чает. What can you tell me Что about вы his думаете о condition? его состоянии? I never heard Четкого a proper диагноза я diagnosis. так и не услышала. What is your medical Поделитесь со opinion своими медицинскими наработками. Дайте подумать. Он подавлен, обеспокоен, страдает от беспорядочного восприятия как душевной, так и обычной жизни. Джереми вечно жалуется на то, что события разворачиваются не так, как он хотел бы. In the Dark Man? А темный человек? Сложно сказать, является ли он чем-то конкретным. Темный человек для Джереми — психологический козел отпущения, на которого можно переложить всю вину. You don't think there can be Вы не any верите, truth что to the темный Dark человек Man's может быть чем-то supernatural сверхъестественным? existence? Что за вопрос такой? I... Разве можно сказать ever be наверняка? Не Неодержим ли Джереми зловещей сущностью по имени Темный Человек? Well, Ну, поверьте мне, любые увиденные вами доказательства этой теории — иллюзия. Не поддавайтесь массовой истерии, мисс Хартвуд. Вы ведь не хотите занять место дяди в лечебнице, правда? I'll be leaving. Мне now. пора, доктор. I Нужно need to отыскать protect my Джереми. uncle. Удачи, мисс Хартвуд. И если он объявится, я вам дам знать. Да, диалог, конечно, был другим, когда был мужичок, когда мы за него играли.
Hornby. Детектив God, Харнби, о I'm боже, glad to как see я you. рада I вас was afraid видеть. you had Думала, left. вы меня бросили. Me? You're the one who Я-то, just это вы disappeared. просто взяли и It's пропали. Мне трудно объяснять, hard to и explain. я будто потерял сознание, I think будто I blacked очутилась out. где-то еще. It was like I went somewhere else. It's okay, Все miss. в порядке, You're мисс, clearly вы upset. просто волнуетесь. No, it's... Нет, это... I don't know Я не what's знаю, happening. что происходит. This is a very Вам stressful сейчас очень situation. нелегко, я понимаю. Ugh, no, Нет, you не don't понимаете. Just take a deep breath. Сделайте Why don't you глубокий sit down, вдох, smoke some of сядьте, that Puri? сигаретку If выкурите. you want, I could even drive you back to Могу New даже Orleans. I just подбросить wanna вас have a обратно в Новый Орлеан. I want to stay. Я хочу остаться. I found Я a нашла talisman талисман, just такой like же, the как one на in the картине. Думаю, у I think меня I might получится be able to понять, где figure out находится where Таруэлла. Tarouella Куда is, ведь where хотел Jeremy попасть wanted to go. Джереми? That's great. Just Вы stay out of молодец, trouble, okay? постарайтесь Let me не handle the попадаться, investigation. не попадать в беду. I'm not crazy, Я не detective. сошла с ума, детектив. Пока Not еще. yet. А, ладно, до скорого. Catch you later. Так, найдите If астрономические a часы, talisman которые like this упоминаются can в open up doors between блокноте. the French Quarter and Derceto, then maybe Jeremy is hiding in some strange other world, like Tarouella, the place he mentioned in the book. No matter where he is, it's clear that my search won't be limited to Derceto. Одну секунду, я извиняюсь. Пару секундочек. Так. Ладно. Так. Вышли отсюда, да? Так, по-прежнему. Секунду, ключ. Опа. Ключик Батисты подошел сюда. Давайте фонарик включим. Что у нас здесь? Починка котла. Кстати, да. Я увидел вашу записку в котельной. Знаете, что мистер Ченс не вернется. Я и сам не должен был быть здесь, но вы можете взять вентиль из винного погреба, если хотите остановить вырывающийся наружу пар. Будьте осторожны. Окей. Мы обязательно пофиксим этот пар и пройдем. Так, ключ от комнаты номер 6. Ключ от комнаты номер 6. Это у нас... Получается... второй этаж. Вот здесь слева. Слева внизу. Лево нижняя часть. Так. Хорошо. То есть скоро комната Джереми это 4-я. Вот мы поднялись, пошли налево. Это дальше. Будем иметь в виду. Так, это что? Сведения о работниках и пациентах. Dr. Elmore Lee. Так, доктор Элмол Ли Грей, главный врач. Пол Уэйтс, администратор. Магдалина Томпсон, экономка. Жан-Батист Табуа, санитар. Шарлотта Табуа, медсестра. Джек Ченс, садовник. Так, комнаты. Смотри, 6-я. Где у нас ключик? Это Элизабет Перози. 4-я Джереми Харт. Да. Жан-Батист Табуа, 5-я. Это тот темнокожий высокий парень. Хорошо. Так, Малькольм Маккафри, Рутен. 3-я пустая. Окей. Хорошо. Опа. Looks Dave. sturdy. Doubt I'll be opening Крепкий. this. Вряд ли я его открою просто так. Прикол. Хорошо. Так, досье пациентов. Что у нас здесь? Так, Кассандра Берегар. Не будем и досье читать. Вот эта девочка маленькая. 11 лет. В 7-й комнате живет. Малькольм Маккафри в 1-й. В 6-й это Элизабет Перози, где мы ключик только что взяли. Перози вломилась в Дерсета. Ее нашли блуждающей по парадному залу. Она была дезориентирована, страдала от частичной амнезии. Настаивала на том, что ее место здесь, и предложила оплатить свое пребывание.
Личная история. Перози утверждает, что была членом поселения художников Астарта около 20 лет назад, что не сходится с ее молодым возрастом. Мадам выглядит на 33 и думает, что ей именно столько. В те времена она была ребенком. Думаю, справедливо считать, что история Перози ложь. Умышленная или нет. История Перози необычна, ибо она отреклась от слов об Астарте. Мадам больше не утверждает, что является Элизабет Перози. Однако мой персонал провел исследование, подтверждающее, что в Астарте была некая женщина 30 с небольшим лет по имени Перози. Интересно. План лечения. Я хотел связаться с настоящей Перози, но, похоже, вся колония исчезла за одну ночь. Во время урагана 29 сентября 1915 года надо тщательно покопаться и выяснить, что кроется за этим проявлением самозванства. Дата приема 21 ноября 27 год. Так. Это вторая комната. Рут Талент. Причина приема. Отец Рут хочет убрать дочь подальше от ночной жизни Нового Орлеана. Боится, что ее чересчур свободолюбивый нрав очернят семейную репутацию. Занятно. Тут даже данные обо всех пациентах, кроме Джереми. Интересный факт. Действительно. Все, кроме Джереми. Так. I need the key. Разбитые пластины. Paul, you're right about the... Пол, вы были правы насчет пластин на котле и часах. Их повредили намеренно, и кажется, я знаю кто. Это связано с приступами Джереми и его исчезновением по ночам. Сейчас важно, чтобы вы начали искать любые куски. Я хочу понять, получится ли починить пластины. Дайте знать, если найдете. Лотти. Сказать Лотти, чтобы осмотрела колодец в огороде. Кстати, колодец в огороде. Хорошо. Не закрывайте. Удерживайте И, чтобы открыть карту. Хорошо. Так. Давайте начнем, наверное, с сада. Секундочку. Эта дверь в прошлый раз была заперта. I need the key. Окей. Так, в огород выйти вроде сюда. Что самое интересное, смотри. Это же дом на возвышенности. Тут такой очень высокий фундамент. Я просто думаю, мы сейчас как бы на первом этаже. Вот центральный вход. А здесь выход в саду. Он на втором этаже. Господи, это что было? Кстати, смотри, лестничка появилась. Раньше ее здесь не было. Так, ладно. Попробуйте ключи, которые дал Батист. Библиотека. Опа. Сюда. Good evening, Miss Hartwood. Добрый вечер, мисс Хартвуд. That is your Вас name, ведь так isn't it? зовут? I would be Мне terribly было бы embarrassed if очень it wasn't. неловко. You're right. А вы не ошиблись, Hartwood. Эмили Хартвуд. И Jeremy племянница Джереми. Очень Nice to meet приятно. you. Ruth. Рут. Рут Тейланд. Is that Perry you're smoking? Перри, курите? Как невыносимо Terribly обыденно. quaint. Maybe so. Пускай, но мне But I нравится. like it.
Would you care to Поделитесь share со мной. some? Аромат так и навевает Smell is на making меня me feel ностальгию. very nostalgic. Is it all that you hope for? Ну как, оправдались ваши I ожидания? enjoy Нравится your мне ваш white настрой, мисс mockery, Miss Хартвуд. Hartwood. Мы могли бы I can быть tell хорошими we would make друзьями. great friends. How flattering. Могли бы. Жаль только, что вы Too bad заперты you're в locked этой up in this лечебнице. place. Ваша Your неискренность insincerity is освежает. really Вот бы вы были так I же wish you безумны, were как mad я, as I могли бы am. остаться. Then you could stay. Give it a few years and I Дайте might мне just еще be. пару лет и посмотрим. Lunacy is one Безумие of my это у нас family's семейное. few privileges. Oh, Вот и good. славно. I'll Буду be ждать looking вас с forward to нетерпением. it. You don't know anything about it. Вы случайно не знаете, что именно произошло с Джереми? Everyone here is Все здесь really очень странно себя strange. ведут, поэтому And it's hard сложно to know бывает what to понять make of anything услышанное, you но иногда звучит оно Occasionally весьма it волнующе. sounds quite exciting, though. Good versus Добро evil против and зла и all все that. такое. Простите, но я думаю, I'm что sorry, смогу but рассказать I что-то don't think I полезное. have anything useful to share. Не думаю, что смогу что-то полезное It doesn't сказать. matter. Все в порядке, спасибо за возможность Thank you for перевести the дух. much needed break. Bon voyage. Bon voyage. Интересно, девица. Довольно-таки интересно. Так. Зашли мы... скорее всего, здесь. Это что? Забытые плантации Луизианы. Подсказка. plantations of Louisiana. Так, забытые плантации Луизианы. Тиерри Бриклоу, 1917 год. Дересето была маленькой плантацией на восточном берегу озера Панчартрен. Земля там считалась неподходящей для промышленности, и ее в 1818 году продали Элайле Пикфорду всего за $30. Пикфорд нанял в соседнем Новом Орлеане сотни рабочих, которые расчистили леса и построили на берегу озера небольшой особняк с потрясающим храмовым фасадом в стиле греческого возрождения. Вплоть до начала гражданской войны в Дерсето в небольшом количестве выращивали табак, перик и индиго. В довоенную эпоху Дерсето был источником многих слухов о вуду и колдовстве. Те, кто путешествовали по озеру, сообщали о людях, танцующих по ночам у костров, блея и завывая. 17 июня 1862 год капитан Джордж Нортон во главе десанта северян высадились в Дерсето с озера, чтобы захватить поместье и освободить рабов. По собственному позднейшему признанию капитан был удивлен тому, что работники сопротивлялись с небывалым рвением. Нортон описывает этих мужчин и женщин как разъяренных фанатиков. Пикфорд попытался было решить дело миром, но в суматохе его застрелили. Капитан Нортон оставил горящее поместье и отступил с солдатами к кораблям. После этого Дерсето лежала в руинах несколько десятилетий. Право собственности на землю долго оспаривалось, и в 1901 вернулось к семье Леду. В последующие годы Леду регулярно обращались в полицию, пытаясь избавиться от лагеря скватеров на своей земле. Несколько раз законники прогоняли нарушителей, но те все возвращались. 1 ноября 1907 инспектор полиции Леграсс устроил смертоносный рейд, чтобы спасти похищенных скватерами детей. Многие были убиты и еще больше посажены за решетку. В следующем году Леду перестроили Дерсето, оставив уцелевший каменный фундамент и добавив прекрасную оранжерею из кованого железа. Сельскохозяйственные угодья давно заросли лесом, поэтому использовать поместье в качестве плантации было уже невыгодно. Вместо этого поместье стало домом для богемы. Поселение художников Астарта было успешным
успешной группой деятелей искусства, куда входили художник Генрих Кассель и поэтесса Нора Кид. Астарта также прославились любимым всеми шоу «Пираты Паншартернтра» на Марди Гра. 29 сентября 1915 года по Луизиане пронесся тропический ураган, из-за чего озеро Паншартрен затопило Новый Орлеан. Из-за удаленности Дересета чужаки только через 2 недели узнали о том, что поселение художников забросили. Все 12 жителей поместья пропали без следа. Пустое поместье Дересета по-прежнему стоит на берегу озера Паншартрен, украшая его своим почти идеально сохранившимся фасадом. Ремонтировать особняк семья Лиду в настоящее время не собирается. Are you reading anything good? Хорошая книга. A brightness from Свет afar вдали by Lord лорда Boleskine. Бескина весьма It's неплохая. actually not bad. Понятно. Так, идем сюда. Фонарик я выключу пока что. Постоянные прогрузки, да сколько можно. Now this'll come in Вот handy. это пригодится, вот это неплохо. Ну ты, конечно, даешь. Как у себя дома расхаживает, берет все, что хочет. Кочерга. Слушай, у нас... топор. Это же топор, это был в параллельной реальности, так сказать. Понял? А здесь у нас не было ничего. Теперь у нас есть кочерга, есть ружье. И вообще теперь заживем. It's wet shut. Так, это та самая заклинившая дверь. Нам нужен какой-то очевидный инструмент, чтобы протолкнуть его. Потому что рукой, пальчиком она не способна это сделать. Что очень странно. Или той же кочергой, знаешь? Ну что, блин. Ой-ой-ой-ой. Что здесь творится? Какого хрена? Патроны. Это что? Болторез, кстати. Хорошо. Не-не-не, возьми кочергу. Так, подожди, а как? Что за жесть? Капец. Everything's back to normal. Все опять вернулось в нормальное состояние. Что это было? Очень странно. Так, хорошо. А здесь у нас колодец был. Пошли посмотрим. What are you doing, sneaking Что ты around? здесь делаешь? You almost Подкрадываешься. scared me Чудо to смерти death. меня не напугало. I'm sorry. Простите, я не хотела I didn't mean to вмешиваться в ваш disturb your ритуал. ritual. Никогда бы не подумала, что в таком месте практикуют магию I вуду. wouldn't have guessed voodoo was in practice at a place like this. The doctor may be Доктор, all может, about человек науки, science. но я знаю, что эти корни обладают силой. You know what's going on Вы here? понимаете, что происходит? I have a У меня feeling чувство, Dersetto's будто cursed. Дерсета проклят. There are several В этой игре players участвует whose несколько stakes in this игроков, game. и у каждого своя ставка. Дерсета не проклят и не благословен. It's a battleground. Это поле битвы, и лучше бы вам вытащить своего дядю как можно скорее. That's all I'm trying to Это do. я и пытаюсь сделать.
Я всем сердцем желаю вам удачи, мисс Хартвуд. А теперь, если позволите, Гамбо сам себя не сварит. Эту сцену, кстати, я не помню. Так, колодец, колодец, колодец. Пам-пам-пам. Вот колодец. Так, шланга. Раньше здесь шланочки, кажется, не было. Смотрите, у нас есть ведерко, там вода, есть шланг. Один к другому. Ага. Вот так, да? Ладно, пошли к другому концу. Есть у меня одна идейка. Кстати, возможно, это, конечно, странно, но, возможно, нужен еще кусок шланги. Это, конечно, максимально глупо. Ведь ничего не мешает нам, да, его просто немножечко натянуть. Остается буквально там 40 сантиметров. Ай, блин. Короче, наполните водой то место, ведерко само всплывет, и мы возьмем содержимое из ведра. Кисун сидел. Видел? А может, и этого будет достаточно. Посмотрим, посмотрим. Возможно, этого будет достаточно. Ага. А, все. Теперь берем ее. Да? Как взять? Ты серьезно? Да, осколок блюда. Как взять ее? Ребята, блин, ну что за... Да, ладно. Возможно, кусочек шланги здесь. Ну, это прям такая головоломка, знаешь. Очень странная. Тут даже не на логику. Реально, смотри, она взяла шланг. Теперь сейчас его присоединит. Этой длины, этой шланги с головой хватает. Прям с головой. Более вода и так туда льется. Забавно. Ладно, не будем так сильно придираться прям. Так, отлично. Разбитая пластина. Это, скорее всего, нам пригодится в подвальчике. Фрагмент более крупной декоративной пластины, темной и обгоревшей. Хорошо. Так. Видел, там еще лестничка есть. Давайте посмотрим, что мы можем с ней сделать. Ага. Хорошо. Так, допустим. Хорошо, давай. Пойдем в подвал. Попасть в подвал есть несколько способов. Это один из них. Можно было бы, конечно, просто оббежать. Эффект был бы таким же самым. В принципе. Я думаю, по скорости примерно одинаково. Так, и, по-моему, нам налево. Мы в подвале спускаемся еще чуть глубже. И еще чуть глубже. А, все, понял. У нас нет ключа. Подожди, а где была котельная? Котельная была не заперта. Да блин, ну хватит прогружаться. Вот здесь, наверное. Где-то гниль увидела. Где-то увидела гниль. Так, ну это ж мы читали. Осколки тарелки. Мы это читали. Да, мы читали уже это. Так. Слушай, а сюда тарелка не подходит. Это блюдо. Почему-то. Я нажимаю.
Ладно. Я ошибался, ладно. Идем тогда, знаете, куда мы идем? Так, секунду. Тут теперь заперто. Идем, наверное, мы обратно в дом. Так, нам нужен ключик туда. Кусок тарелки в другое место какое-то. Опять загрузка, опять сохранение. Так, здесь заперто. У нас есть от 6-й комнатки ключик. Предлагаю сбегать туда. Еще предлагаю заглянуть еще раз в это место. Тут раньше были двери заперты. It's wet shut. По-прежнему. Что не сделать. Здесь, скорее всего, тоже заперто. Я просто на всякий случай проверяю, потому что какая-то дверь запирается, какая-то открывается. Опять сохранение. Это хорошо, что игра сохраняется постоянно. Напоминать тебе кого-то? А я подскажу. Этих монстров из параллельной реальности. Кстати, в одной из записок было написано, что часы поломаны. Наверное, речь про эти часы. This must be the clock mentioned in Это the ведь те самые comic часы, которые упоминались. Да. book. This looks like the thing that held the Похоже, это talisman, самая right? штука, что держала талисман во французском квартале, но разбита в дребезги. Так. Судя по всему, еще кусок нужен. I need the key. Все заперто. Так, нам сюда вообще-то. Я знаю, что нам сюда. Я помню карту. Я карту смотрел, я запомнил ее. Нам нужно сюда. 6-я комната. Вот здесь дальше по коридору. Кстати, что здесь? Ничего. Ничего. Нам сюда. Это 6-я. What a strange but Какая странная, но очаровательная комната. Так, я должен вернуться. I did it. Я сделал это. Я смог добраться до места назначения без фокусирующего устройства. Мой талисман теперь знает дорогу, и блюда больше не нужны. Я могу отыскать путь до Лафайет так же просто, как нахожу свою комнату. Я посетил могилу отца и увидел, что печь ждет меня. Спасибо, что открыли эти двери. Теперь я должен набраться смелости и вернуться к той ненавистной насыпи снаружи нефтяной вышки. Надеюсь, вам станет лучше, когда я вернусь, Джереми. I did it. I crossed the thresholds to my intended destination without a focusing device. Вот такой голос у него. Are these zodiac signs? Знаки зодиака. Окей. Интересно. Так, здесь знаки зодиака. Журнал Пирози. Do I need to remember how to get them out? Надо ли запоминать, как их вытаскивать? Они под замком не просто так. Я уверена, что она по-прежнему может перешептать ответ в уши не тех людей. But not for long. Но это ненадолго. Скоро я увижу, как она горит. Черная коза будет принесена в жертву, чтобы покончить с этим. И все закончится. Больше не будет Дерсета и, к сожалению, Астарты. Славные пираты Паншартернера. Паншартрена, господи. Славные пираты Паншартрена. Доплывут они по озеру, пока не узрят берега Халли. Так, там, кажется, знаки зодиака были. Секунду, давайте сразу посмотрим. Смотри. 1, 10, 11. Так.
Интересно. Я думаю, сейчас можно попробовать щелкнуть. Я себе сохраню на всякий случай. Возможно, мы сейчас сможем это использовать сразу на кодовом замочке. А еще у нас есть какая-то штуковина вот здесь. Последние художников Астарта, помнится, когда я была маленькая, они устраивали на Марди-Гра шоу. Здесь тоже цифры. Да. До 8. От 1 до 8, видишь? От 1 до 8. Раз, два, три, 4, 5, 6. Джеймс Макманан. Глядя на эти картины трудно. Да я, блин, что так быстро не успел прочитать даже. Сложить изображение из гнили. Сложить изображение из гнили. Забавно. Типа сложил? Что случилось? Уильям Арджис, Франклин Мозес. Уильям Франклин Нора. Уильям Франклин Нора. Уильям Франклин Нора. 294. 294. Погоди. 294. Это значит, что 294. Возможно, смотри. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Правильно понимаю? 2, 9, 4. Так, смотри. Вот такая вот. Пусть будет как бы ваза, перевернутый человечек. И вот такая вот дверная петля, засов. Ваза, человечек. Такая штуковина. Давайте пробовать. Вот эта штучка должна быть в конце. Человечек. Вот эта штука. Нет? Что ты после пистолета достаешь? Так. Еще раз. Уильям Франклин Нора. Уильям Франклин Нора. Уильям 2 9 2 9 4. Все логично, все. Я перепутал порядок. Человечек в конце. Сюда делаем вот это. Да. Отлично. Замечательно. Так, разбитая пластина, ключевой предмет.
Еще кусочек. Фрагмент более крупный декоративный пластин. Темная брешь. Да. Ой. Сохранение. Так, ну это часть к часам. Вот 7 часам. Опять. Да ты на приколе. Твою мать. Что за жесть? Капец. И опять кошмарит. Ну что, давай попробуем I don't собрать. understand what's happening. Не понимает, что происходит. Так. Мгм. Интересно. Как крутить АЗ? Так. Так. There was something in Jeremy's notebook. Фига, женщина, не мешай. Я делаю дела. Так. А что ты будешь делать? Неудобно. Интерфейс такой себе. Может, это сюда? А это сюда? Так, погоди. А, там еще рисуночки, видишь, и они как будто бы чуть-чуть не сходятся. Так. Где-то подсказка, может, какая-то есть. Как должен выглядеть этот рисунок? Сам по себе рисунок я собрал, но видишь, возможно, его нужно провернуть в другом порядке. Погоди, у нас же есть записи. У нас же есть записи, я совсем забыл. Где это было? Где-то это было. Секунда, в дневнике, возможно. Сам последняя страница. Смотри. Вот так вот должно быть. Так. Странно. Сам рисунок правильный. Рисунок правильный. Возможно, вот эти уголочки. Слушай, а может я собрал? Может требуется какое-то дополнительное действие? Нет? Честно, я не могу понять, что не так. Рисунок такой же самый. А может, чего-то не хватает? Блин, я думал, это будет легко. Блин, а приблизить можно как-то?
Это очень странно. Это очень странно. Так, погоди. Возможно... А если мы сделаем вот так? Ой. Да. Действительно. Так. Что теперь? Следующая загадка. Серьезно? Следующая загадка. Здесь ничего крутить, вращать нельзя. Что мы имеем? От маленького кольца к большому, да? Смотри. 3, 4, 6. 3, 4, 6. 3. Так, это большой диск, да? Нет, вот большой. Это центральный. Здесь 3, 4, 6. Ну да. Так, какая-то комната. Он пытается показать мне что-то. Это ведь коридор сразу за комнатой Джереми. Действительно. Пошли. Давай, прогружай мне все. Прогружай меня полностью. Заперто. Да. Оба. И жахнул динамит. Загружается. Ой-ой-ой-ой. Страшно. Вот раз. Капец. Так, ладно. У меня все получится. Я открыла еще одно воспоминание Джереми. Weird Tales. Unique Magazine. Забавно, конечно. Ладно, почапали. Поищите Джереми в ненавистном кургане за нефтяной вышкой. Отчет о нефтяной вышке. May 1923. Май 1923. 21 по 27. Понедельник. Все в порядке, готово к отгрузке ремонтной работы. Нужно починить масляный насос. Его только тронь, разливается большая лужа. Если заранее не принять меры. Вторник. Отгрузка задержана, но выполнена. Ремонтные работы. Служебный мостик вот-вот сломается. Среда. Изыскатели нехотя согласились показать курган мистеру Хартвуду, художнику, который прочел о наших находках в прессе. Он собирается вернуться завтра и пытаться найти проход внутрь. Четверг. Усилия мистера Хартвуда затянулись. Кажется, работникам рядом с ним не по себе. Хартвуд пообещал не возвращаться на территорию. Вместо этого он принял предложение Лафисье, капитана речного катера, который собирается провести его утром на место. Надеюсь, на этом все закончится и работу можно будет продолжить. Ремонтные работы. Мост от нефтяной башни до Байю. Ремонтные работы. Мост от нефтяной башни до Байю обрушился. Вероятно, саботаж. Таков дьявол, что направляет нас сейчас. May 1923. Monday. All okay. Ready for delivery. Maintenance. Oil pump must be serviced. Any tampering causes large spills unless properly forestalled.
Key. Водичку попил. Так. Ребята. Дверка закрылась. Так, здесь требуется ключ. У I нас need его, a key. естественно, нет. Здесь ничего, к сожалению. Ну, блин, хоть что-нибудь дайте мне. Да, ну, блин. Мне бы патронов каких-нибудь. К сожалению, здесь ничего нет. Идем дальше. Атмосферка, конечно, блеск. Коктейль Молотова. Хорошо. Допустим. Заперто. Так, смотри, если что, имеем в виду. Locked. Здесь unlocked. Шкафчик. Аптечка. А нам она не требуется, кстати. Отлично. Патроны. Хорошо. Срезка есть. Здесь пусто. Ключик. Ключ от пирса. Отлично. Что это такое? Крокодил? Аллигатор? There's something missing. Здесь нужен какой-то вентиль, судя по всему. Так, ладно, наверх. Ты, наверное, здесь не пройдешь, да? Естественно. Так, у нас появился ключ. Пошли же его используем. Слезай давай. Сестрица. Хорошо. Так. Ой, блин, такие места прикольные, нравятся. Симпатично, симпатично. Вон пацан. Еще один пацан. Лазают по болотам. Такая же локация, кстати, в третьей мафии. Болотистые местности всякие вот такие. Так, подождите, кочерга или труба? Давай я, наверное, кочергу себе оставлю. Это что? Рычаг моста. Хорошо. Here we go. Рычаг. Хорошо, хорошо. Так, здесь что? Здесь ничего нет. Почапали назад. Здесь можно пройти? Воу. Да отвали ты от меня. Чего? А что, так можно было? Серьезно? Дружочек. Вылезай, давай. Я тебя нагрею. Давай, вылезай.
Я что, зря бутылку взял? Где же? Просто если я кнопку Q отпущу, она по-любому полетит. Ну, нельзя ее, к сожалению, в инвентарь себе положить. Жалко просто так выбрасывать. Я ее уже взял. Блин, и куда он подевался? Эх ты. Ладно. Серьезно? Нужно стрельнуть? Ладно. It worked. Не бойся, я рядом. Малышка. Все хорошо. Так, дробовик у нас на цифру 2. Он у нас двухзарядный. Ружье. Буду использовать его, если что. Проверим заодно, сколько выстрелов потребуется. Так, труба. Ящичек. Ничего в нем нет, к сожалению. Так, подожди, что зря? Нет, не зря. Кстати, аптечка, но она нам не нужна. Игра очень хорошо балует патронами, аптечками. Это хорошо. Ой, больно. Это трындец, ребята. Это трындец. Дайте мне бутылку. Есть где-нибудь? Топор, кстати. Отвали. Где второй? Еще будут? Оу. Так, нам куда? Фонарик включись. Давай посмотрим, что здесь. Осмотримся здесь. Спасибо. Да. Лопата, лопата. Пожалуй, с топором останусь. Чё? У меня полный боекомплект, да ладно. Серьезно, слушай. Чё? Очень красиво сделана игра и очень атмосферная. Прям реально с кайфом. Прямо с кайфом. Вот та игра, в которой не хочется даже бежать. Хочется идти спокойно и смотреть все вокруг. I can break this. I just need something to do. Давай быстрее, ломай нафиг это все. Блин, дурашенька, конечно. Ой, напугал. Капец, как он плюется. Блин. Давай сюда. Что здесь? Блин, напугал.
кстати, когда начинается кипиш, она по умолчанию бежит сама. Тут есть патроны на пистолет, смотри. Сейчас можно поиспользовать пистолетные патроны. Смотри, здесь и там пистолетные патроны. И вернемся за ними, когда используем. Что ты чучело? Давай, вылезай. Пробелом уклониться подсказывает мне игра. Здесь ничего. Надо, конечно, здесь мясо. Вылезать будешь? Еще один. Ладно, давай. Патроны есть, в принципе, можем себе позволить побаловаться немножко. Пойду сразу пополню боекомплект. Уже потом не думать. Здесь. И вот здесь. Что за мелодия? Ясно, сейчас будем разбираться. Чего-то подобного я здесь ожидал. Чисто за патронами зашел, да? Больше патрончики не влезают. Да, понял я. Давай, наверное, привлечем сюда внимание немножко к себе. Так будет лучше, мне кажется. Давай. Ух ты какой, хороший. Ух, ёп. Нормально, ты не слышишь, ребятки. Тут вообще, блин, чумазый выбежал. Напугал меня. Еще патроны возьмем.
пролезу. Так, ладно. Тут еще есть несколько бутылок коктейля Молотова. Вот стоит. Я сделал хорошее дело тем, что повыносил сразу несколько. Кирпич есть. Видишь, тут прям в достатке этих. Damn it, there has to be a way to get to the Черт other возьми, side. должен же быть способ, не успел прочитать. Спасибо за патроны. Так, у нас же еще топор есть, не забываем. Так, эту штуковину возьми. Это нам надо. Где ты? Серьезно? Даже так? Now what? И что теперь? Серьезно? Правильно. Видишь, он... Вот. Крепкая ткань. Ну, будем надеяться. Don't look down, Emily. Только не смотри вниз, Эмили. Ну, понеслась. Так, сохранение прошло, это хорошо. Так. Мрачненько здесь, конечно. Ну, естественно. Ты еще что такое? Офигеть.
hateful mound Jeremy mentioned. Это курган ненависти, о котором Джереми рассказывал. Jeremy. Джереми, ты потерял свой... Mrs. Marcus? Миссис Get Маркус? off of me! Слезь с меня. What are you doing here? Что вы здесь делаете? Trying to find my Пытаюсь uncle. отыскать дядю своего вообще-то. Джереми ваш дядя? Could you please? Не могла бы ты слезть с меня? Спасибо. Thank you. И называю меня мисс And it's Хартвуд. Miss Hartwood. You don't remember me? Вы меня не I помните? remember you, Miss Помню, Hartwood. мисс Табуа. Я повстречала вашего брата Батиста. Похоже, ему тоже не удалось найти Джереми. Мы разделились для поисков. Can I have this? Я могу это взять? I'm trying to get to Я пытаюсь Tarawea. попасть в Тараэлу. Ладно, но только это. Я хочу понять Джереми. Бежим, пока он не пришел сюда. Where? Что? Куда? Пошли, пошли. Ой. Фонарик оставила. Капец. Oh, God damn. Вот черт, блин. Это реально какие-то кошмары, блин. Вот только чьи эти кошмары? I'm back at Dorsetto. Я вернулась в Дерсету. Так, что здесь? Опа. Я знаю, что мы с этим сможем сделать. Размышления о силе глагола в некоторых текстах. Подсказка. Reflections on the power of the verb. Размышления о силе глагола в некоторых текстах. Хуан Луис Хорхе. Действовать само по себе божественно. Даже малейшее движение руки – доказательство движения нашей души. Но свободная воля так легко подавляется скукой повседневной жизни. Действия становятся рутинными и негибкими, несмотря на роскошь и комфорт. Истинная божественность в выборе покинуть сцену, на которой... Ой, блин. Черт. Как эта причинка в горле. Истинная божественность в выборе покинуть сцену, на которой играем мы все. Люди, открывшие для себя эту свободу, неожиданно для себя, будут поражены ужасом такого откровения. Станут парализованными или еще хуже, покончат с собой. Однако, если вы сможете пережить эту бурю, то обнаружите, что за страхом простирается божественный путь. У вас есть шанс разметать рог по кирпичику и создать что-то новое, никем не задуманное, не предопределенное. Сложно объяснить такой тип действия, поскольку он выходит за рамки наших повседневных выборов. Это не банальность вроде выбора карьеры и даже спутника жизни. Уход со сцены, неважно каким образом, это не смена курса, это отказ от истории, которую рассказывает создатель. У нас есть ключ от гостиной, отлично. Так. Уберите дверные подпоры. Да, удивительно, как она не могла этого сделать раньше. У нее была масса инструментов для того, чтобы так сделать. Просто даже вот... Просто взять ручку, не знаю, карты, зажигалку, пепельницу. Там огромная дыра под дверью. Ну ладно. Не будем придираться. Инструкция к линзе Барлоу. Так, чтобы удвоить увеличение телескопа, просто вставьте линзу Барлоу в инструмент. Потом с помощью регуляторов настройте
расстояние между линзами. Это делается без труда, глядя в окуляр. Найдите положение, при котором изображение будет ясным и плоским. При правильной настройке телескоп покажет четкую картинку с великолепным увеличением. Отлично. Ключ от погреба. Замечательно. Кстати, ребята, я надеюсь, вы заметили разницу в звуке. Я немножечко еще игру прикрутил и увеличил свой голос. Пусто. Телескоп. Ага, вот телескоп. Так. Нам требуется инструмент. Серьезно? А зачем тебе этот мастихин? Он еще пригодится где-то? Так. А какой тебе нужен инструмент для настройки? Это ведь все руками делается. Ладно. Почапали дальше. У нас есть 2 ключика. Погреб и что там еще? Гостиная и погреб. Хорошо. Давайте в погреб сходим. Чудное дерево. Да ладно. А почему оно не открывается? Ай, блин, ладно. Есть еще один вариант, как можно туда попасть. Кстати, подожди. Я убрал эту штуку, а почему я не пошел сюда? А, меня проглючило, сори. Там же телескоп стоит. Почему на 5... Это что прогрузить меня глючит? Да ладно. Постоянно двери закрывают. Ёб твою мать. Вот что она подогружала. Да, я знаю, можно было коктейль бросить. Действовал чисто в моменте. Блин, жалко, конечно, патроны. Тут даже такой инструмент был. Ну, что есть, то есть. Дело, как говорится, дело сделано, поэтому... Вот. Теперь понятно, что-то прогружалось. Бесшовной загрузкой, конечно, не назовешь. Нас чисто по сюжету вели, все двери позакрывали и дали единственный проход, где мы столкнулись с этими монстрами. Так, если не ошибаюсь, у нас ключ от этой двери. Так, вот этот ключ. Замечательно. Выключите электричество, чтобы добраться до вентиля. А зачем мне хотеть добраться до этого вентиля? Чтобы что? Переключатель. Ну, так теперь можно пройти. Рукоять вентиля. Ну, допустим. Здесь ничего. Окей, у нас есть вентиль. Возможно, этим вентилем мы сможем перекрыть пар, поток пара, который здесь в соседнем помещении.
Кстати, слушай, а мы можем обратно включить свет? Я дико извиняюсь, но это не очень комфортно. Пожалуйста. Нет. Блин. Не нравится мне это. Ну, естественно. Так. У нас есть... холодное оружие, по идее, давай проверим его. Да, топор есть. Есть ли у нас где-то коктейль Молотова? Патроны жалко. Давай попробуем топором. Давно топор не использовали, кстати. Давайте попробуем. Как он вообще выносит? И выносит ли вообще? Где он? Куда он подевался? Ага. Ну иди сюда, дружочек. Да, попробуем тихонько сзади подойти. Так, топор почти сломан. Я вижу, появился индикатор справа внизу, вот возле топорика. Значит, что ему скоро придет кранты. Наверное, мы не будем ждать, пока он сломается, а возьмем просто лопату. Угу. Так, по-моему, пар здесь был. Нет, не вариант. Блин, чуть стакан не перевернул. Так, подожди, я не понял. Только не говорите, что у нас нет варианта и придется идти сюда. Да ладно. Я не знал, что можно подойти. Окей. Пар мы убрали. Я думал, если ближе подойти, то ее начнет тем паром горячим ошпаривать. Jeremy? Опа. Джереми. What the hell is that? Какого хрена? What? Погодите, Dead body in here. тут было мертвое тело или это мне просто привиделось? Что происходит? Так, еще недостающая часть. Разбитая пластина. Хорошо. Еще одна лопатка. There's something missing. Здесь явно чего-то не хватает. А что еще мы здесь можем сделать? Главное, зачем?
Так. И еще кусочек нужен. Так, еще секундочку, давай еще разочек. У нас есть ключ от гостиной. И еще требуется какой-то инструмент для настройки лазера, судя по всему, потому что руками она не хочет. Ставьте линзу. Возможно, нам нужна линза. Эта бесконечная загрузка начинает доставать уже. Постоянно какая-то прогрузка. Так, это... Ага. Пошли сюда. Причем в настройках я включил галочку, чтобы весь кэш сразу же загрузился. Это занимает больше оперативки, там написано было, но это не проблема. Я поставил эту галочку, перезапустил игру, и все равно эти постоянно какие-то прогрузки существуют. Гостиная, подожди. Случайно нет гостиная? Добро. I need the key. Ага, нет. Давай карту посмотрим. Так. Офис доктора Грея. Кабинет администратора. Гостевая. А у нас... как раз таки от гостевой. Слушай. Нет. Это здесь стоит, видишь, пазлик. Если не ошибаюсь, здесь как раз таки и стоит телескоп. А вот гостиная. Да, она? Давай поднимемся наверх. Давай проверим. В том крыле мы точно не были, я помню. Это вот здесь справа. Отлично. Ну уже, Грейс, мне сейчас не до игр. Я даже дам тебе поиграть со своим складным ножом. Ох, вечер добрый. А вы тут маленькую девочку случайно не видели? Нет, по-моему. Такое вы бы запомнили. Ребенок настолько сумасшедший, что его сюда упрятали. В комнате нет выхода? Да. Вечно бедно где-то, переполох устраивает. В угол и попробуй загони. Хотите хлопочек? Я обойдусь, спасибо. Что ж, мне пора. Разве что вам от меня нужно еще что-то. Я просто хочу отыскать дядю, пока с ним ничего не случилось. Не волнуйтесь, мисс, он объявится. Прикончить себя ему духу не хватит. Вы о чем? Это его заветная мечта. Вы не знали? Берегите себя. Да, странных людей в этом поместье хватает. Так, а это что у нас тут? Требуется ключик. Да, здесь чего-то не хватает. Запертый глобус. Не хватает части пазлика. Как раз таки Франции и не хватает. Кусочек Франции. Это комната Грейс? Миленько. Глаз отсутствует у куклы.
Небольшая просьба. Don't you worry, Gray. Не переживай, Грейс. Ступай, играй в свою игру. Кричи и реви с остальными. Я не против. Будет еще много маскарадов, но я буду очень признательна, если ты закончишь мою маску для праздника. С любовью, Рут. Маска для праздника. Так, что здесь еще? Все? Я же ничего не упустил. Тараканчики. Кто не спустил воду? И как долго она здесь? Там уже, кажется, жабы завелись. Очень странное отражение. Игра на ультра настройках, напоминаю. Да уж. Это должно быть спальня Кассандры. Ну, а чего я еще ожидала? Чего-то более изысканного? По спирали пойдем. Опять эта гниль? Теперь уже на бутылочках. Интересно, что это все значит? Лоток для лекарств. Если я соберу весь набор бутылочек, вероятно, я смогу понять, на что эта гниль... Я не успел прочитать. В общем, нужны еще 2 бутылочки. И еще один странный замок, еще одна загадка с зодиаками, смотри. Разгадывали мы такой. Где-то примерно час назад, да? Я помню. Так, ладно. Кстати, бутылочка. Мазь Маргеева. Одно из лекарств, выписанных писательницей Кассандре Боригар. Во флаконе содержится мазь для снятия боли, продаваемая как 4-я версия популярного рецепта компании. Вращать нельзя. Хорошо. Так, бумажечка. Miss Beauregard. Мисс Боригар, сегодня я забрал ваше лекарство с почты. Вы понимаете, что для вашей же безопасности его должны выдавать санитары. Я оставил коробку в комнате Лотти. Уверен, она скоро зайдет к вам. Мистер Уэйтс. Хорошо. Так. Давайте поставим ее сюда. И нужна еще одна бутылочка. Так, вроде бы все проверили. Стол нет. Так, у нас остается загадочка с замочком. Подсказки, может быть, какие-нибудь где-то. Давай посмотрим. Вкусно. Ладно, я запомнил это место. Мы сюда вернемся. Так. И здесь тоже, да? Не хватает нам Франции. Ну что? Здесь появилась гниль. По-моему, ее не было.
Раньше эти двери были заперты. Так, и они остаются запертыми. Комната Джереми. Вряд ли здесь что поменялось. Jeremy's room. All back to normal. Давайте еще раз осмотримся. Так, кстати, здесь ключик требуется. Хорошо. А здесь что? Почему раньше я это не видел? Эмили. Emily's here. Это мы. Странно. Слушай, а что если мы с этим рисунком сейчас вернемся обратно и в ее комнатку зайдем? Можно ли его куда-то применить? Давайте так чисто в моменте проверим. Быстренькому. Может быть, какое-то действие появится. Она, судя по всему, здесь рисовала. Ну ладно. Так, пошли проверим крыло, в котором мы только что были. Такс. Сюда мы, кажется, заходили, да? Да, заходили. Невероятные истории. Ну ладно, пошли дальше. Пистолетные пули. Опа, хорош. Здесь что? Заперто? Естественно. Так, ну и здесь мы тоже были. Хорошо, сейчас пойдем вниз. В чем прикол вот так кровать в центре ставить? Блин, мне было бы максимально некомфортно. The Astarte Artist Colony. I'm pretty sure they had a Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain when I was a child. Так, ну здесь головоломку мы уже решили. Отчапали дальше. Я предлагаю еще раз проверить инвентарь, что у нас есть. Ключей у нас больше никаких нет, зато есть вот эта штуковина. Предназначен для смешивания масляных красок, но достаточно тонок, чтобы пролезть в дверную щель. Зачем она его с собой носит? Мне это интересно. Чтобы что? Так, в целом у нас больше нет ключей. Но мы можем чекнуть карту. Так. Я предлагаю, знаете что? Вот здесь у нас открыто, смотри. Дверка, да, судя по всему. Давайте мы обойдем. Сейчас спустимся вниз, пройдем вот здесь, поднимемся вот здесь. На второй этаж. Понял? Сейчас идем, спускаемся здесь, идем сюда, сюда, поднимаемся вот здесь. И попадаем вот сюда. Такой план. Так, на всякий случай давайте подергаем здесь дверки. Это библиотека, здесь мы были. Так, лестничка наверх. Нам туда и нужно.
Все остальные комнаты мы уже проверяли. Вот, судя из карты, вот здесь у нас теперь It's locked доступ. shut. Ага, вот зачем она носит с собой эту мастику. It worked. Чтобы вторую дверь открыть, такую же самую. Понятно. Теперь она исчезла. Все, я понял. Она не выбрасывала, потому что была вторая такая дверь. Так, это кабинет доктора Грея. Правильно понимаю? А, подожди. Все. Здесь же нет дверей. Попасть в кабинет доктора Грея можно через вот эту дверь, а она заперта. Все, понял. Мы попали в вот этот холл большой. Мезонин. Секунду, давай смотримся еще здесь. Ничего. Срезку, может быть, откроем. О, супер. Все. Ты понял, где мы оказались? Вот комната Джереми. Мы здесь только что были. Хорош, мы срезку сделали, открыли. Так. Ничего себе. Так, а здесь что? Так, лестничка. Окей, погоди. Давай осмотримся до конца уже здесь. Что у нас тут еще есть? Да, блин, постоянно вот эти загрузки. Я, блин, уже не могу. Были мысли попробовать снизить графику. Но я думаю, оно никак не повлияет на эти прогрузки. Тоже срезка. Ага. Тот же самый коридорчик. Или нет? Подожди, не понял. Нет. Я сейчас не понял. Все. До меня дошло. Там же коридорчик еще был. Я просто смотрю, что странно. Дверь. И там ведь еще коридор был. Теперь все сходится. Так. Лестничка. Что у нас внизу по ней? Ага. Наземный этаж. Первый, второй и чердак. Так, можно и вверх, и вниз пойти. Давай попробуем сначала на чердак. Если он, конечно, открыт. Нет действия на открывание. Эту дыру стоило бы залатать. Потому что если пойдет дождь, будет не очень смешно. А он, судя по всему, и так начинается. Капает.
Это койка. И такая койка, знаешь, в которой можно приковывать. I need the Требуется, key. требуется ключик. Ладно, пошли сюда. Do you teach piano as well? Что ты режешь, девочка? You're a governess. Вы же гувернантка. Этих надоедливых детей Казану вы учили играть на фортепиано. How do you know about that? Откуда ты об этом знаешь? Just because grown-ups don't Ну, know то, что взрослые не замечают детей, не означает, что мы не замечаем вас. Yes. Да, я учила их играть на пианино. Are you any good at it? А сами это хорошо Not good играете? enough to play a Ну, broken не one. настолько, чтобы прям классно. It fell from the attic. Она с чердака свалилась и потолок с собой прихватила. It was Jeremy's fault. Это Джереми виноват, я права? Nobody knows what Никто не знает, happened, что случилось. but you're not wrong. Но вы не ошиблись. Эта девочка напоминает девочку из Silent Hill 2. Ай, What are you doing? ты что делаешь? Шприцом уколола. I'm gonna go now. Я, пожалуй, See you пойду. around. Увидимся позже. Нормально вообще. Каким-то рандомным шприцом уколола от человека. Где раньше этот шприц был? Страшно представить. Капец. Ключ от коробки для лекарств. И где эту коробку искать? Так, мы где зашли? Мы зашли вот здесь. Ну, давай карту глянем. Да, мы здесь зашли. Коробка для лекарств. Возможно, такая коробка где-то была, но я уже не помню где. Так, давай осмотримся здесь. Ага, видишь. И ничего. Дверь там, дверь здесь. Обеденный зал. Ugh. О, There's more of that unsettling гнили сюда noise. добралась. Какая мерзость. Обыденности зла. Commonplace of evil. Об обыденности зла. Почивает там нравственность и суровая непочтительность. Беспечные мысли освящены безразличием. Но не зверя вини, коим были когда-то, а говорит о котором наука столь часто. И не злых несчастливцев, что грехами полны, ведь вы сами стоите, и ухмылки видны. Отбросьте свои намерения благие, на них мы воздвигнем обеты гордыни, уединение без солнца. За пагубным светом не следуй. Пророки уверенности ничего сами не ведают. Так услышь же меня, мы отмечены все. Потому и должны быть одни в темноте. Нора Кид. On the commonplace of evil. There lies virtue and stark irreverence. Careless thoughts of luminous. Так.
Еще какая-то срезка. Опа. Понял. Допустим. Угу. Так, у нас появился ключик. Теперь вопрос, где эта коробка для лекарств? Возможно, здесь подсказку какую-то сможем найти. Комната Грейс, Кассандры. Головоломка, головоломка. Пытаюсь вспомнить, что здесь было. Баночки. А второе? Это что? Замочек, где 3 символа, знаки зодиака. И баночки. Понял. Так, чердак пока что заперт. Что здесь ниже есть? Кабинет администратора. Это сейф. Комбинация от сейфа. Пока что в записках ничего такого мы не находили. И здесь у нас телескоп. Так, котельная. В котельной у нас пазлик небольшой. Да и все. Пока что так. Вниз мы пройти не сможем. У нас как раз таки в подвале вот здесь лазарет. Так, кухня, чулан, комната Мэг, прачечная. Есть у меня одна идея, что проверить можно было бы. Туалет и комната Лотти. Возможно, там что-то было. Такое, где-то я припоминаю какую-то или шкатулку, или что-то такое. Комната Лотти, либо туалет. Вот здесь. Давай сейчас туда попадем. Так. Кажется, где-то здесь была срезка. Блин, не туда я пошел. Еще перепутал. Ходов много, и в определенной точке этого здания можно попасть несколькими способами. Так, кажется, сюда. Да, вот сюда я и хотел. Так, это ванная комната. Давайте здесь посмотрим сначала. Что у нас здесь? Хорошо, значит сюда давай зайдем еще. О, это оно? Хорош. Так, постилки доктора Дженкинса. Одно из лекарств, выписанных писательницей Кассандр Боригар. Во флаконе содержатся таблетки от боли в горле с 2 жизненно важными витаминами в составе. Так. Теперь вроде нам наверх. Вроде бы сюда. И направо.
Ой, подожди. Немножко я перепутал. А где было то крыло? Давай карту посмотрим. Так. Угу. Угу. Все. Понял. Так. Большой дом. Хорошо хотя бы отличается немножко по стилю интерьера. Немного легче ориентироваться. Обратите внимание, что ковролины везде разные, цвета и обои, ну, они прям хорошо отличаются, все комнаты друг от друга. В каждой комнате какой-то свой стиль. Так. Переместить, выбрать бутылку. Так, давай попробуем вот так. Угу. И что нам это дает? Глянь, гниль приняла форму змеи. Это что это значит? Может быть, это как-то связано с номерками на этикетках? Может быть, связано на номерках этикеток. Да, может быть... 2, 5, 1, 7. И что нам это дает? 2, 5, 1, 7. Или подожди, там 3 символа. Один из них не просто так плохо видно. 2, 5, 7. 2, 5, 7. Это значит, что 3 символа. 2, 5, 7. Открываем блокнот. Где-то было 2, 5, 7. 2, 5. Смотри. Ваза. Ваза вот такая. Потом вот такая. Худая ваза, толстая ваза. И сперматозоид. Давайте попробуем таким образом. Так. Да, удивительно. Так, разбитая пластина. Есть такое дело. И еще один осколок блюда. А это, наверное, нам уже идти в подвал. Так. Каким быстрым способом можно туда попасть? Наверное, сейчас пойдем обратно вот сюда, на лестничку. Угу. И в котельную, получается. Ой, не туда. Открывай эту дверь. Боишься. Так, теперь вниз. И еще раз вниз. Так, подожди, сюда, кажется.
Хорошо. Теперь собрать пазл нужно. Так. Где-то, кажется, я видел этот рисунок. Давайте мы его сначала посмотрим, как он должен выглядеть, потому что рисунок достаточно сложный. Блокнот с записями, кажется, это было здесь. На самый последний. Да. Так. Запоминаю, как это выглядит. Солнышко здесь. Церквушка, поля. Полоски влево, полоски вправо. Влево, вправо. Здесь огромный какой-то подсолнух или тучка. Здесь тучка, тучка, тучка. Запомнили вроде бы. Так. Это, скорее всего, здесь. Так. Ну, вроде бы ничего сложного. Так-то, да? Так, и теперь солнышко вроде как здесь. Оно светит сюда. Тучка, тучка, тучка. Тучка на каждый день. Так. Угу. Замечательно. Найдите цифры. Какие-то цифры. И что? И что это значит? Да ладно. 7, 5, 9. 7, 5, 9. Сейф? А ну, подожди. Возможно, нужно идти от маленькой к большому. 5, 7, 9. 5, 7, 9. 5, 7, 9. Давай так запоминать. Так, сейф у нас. А где еще требуются цифры? Я вот не помню. Так, 5, 7, 9. 5. 7, 9. Давай попробуем вот так. Ой, блин. Как его перезапустить, чтобы оно... 5, 7. Оно же всегда крутится таким образом, да? 5, 7, 9.
Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. Еще раз. 5. 9. 7. Looks sturdy. Doubt I'll Да, be пробуем opening еще вот this. так. 7. 5. 9. Нет. Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. 9. 5. 7. А что ты делаешь? Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. Так. 5. 9. 7. Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. 7. 5. 9. Возможно, цифры вообще не сюда. Looks sturdy. Doubt I'll be opening Какие еще this. мы варианты не пробовали? 9. 5. Делали мы это, да? Скорее всего. Да. 5, 7, 9. Не, фигня какая-то, слушай. Давай посмотрим карту. И попытаемся вспомнить, а где еще были какие головоломки, где требуется какой-то код. Ага, котельная. Подожди, в котельной стоит, можно решить. То есть я ее не решил. Секунду. А в чем прикол? А что там еще решать? Да хватит ломаться, блин. Бесить начинает. Игра, блин, никакой нагрузки на комп не делает. Ни проц, ни видеокарта. Эти моменты, когда дверь открываешь, она постоянно прогружает что-то. А что я здесь не решил? О, господи, да ты что? А я, блин, бегал к этому сейфу. Так, что там? 5. Не ту сторону. 7, 9. 7. Ой. 7, 5, 9. Так, секунду. Маленький 5. Больше 7. Еще больше 9. 5, 7, 9. А, вот большой тюбля. А я на цифры справа смотрю. 9 здесь должно быть. Все понятно. 9, 5, 7. Семь. Так, это подвальчик. Advertisement is showing another room. Это Something's подвальчик. open. Мы там были. И что там? Очень интересно. Дверь сама открылась. Я не нажимал. Свечи. Понятно. Все поменялось. Я специально не бегу, чтобы оно там нормально все прогрузилось. Мы оказались на цвинтаре. I'm in another one of Jeremy's dreams. Мы в новом воспоминании Джереми. Офигеть. Мы на цвинтаре. Вот те раз.
Блин, ставил паузу и вроде как думал, что снял с паузы. Но оно не снялось, и я не посмотрел на второй монитор, почему-то на индикатор. Несколько минут я, в общем, играл. На паузе, в общем. Даже не обратил внимания. Вернулся назад и снял с паузы. Вот здесь я везде бегал. Потом прошел здесь. Здесь был монстрик. А дальше вот такое вот здание какое-то новое. И здесь, судя по всему, нам потребуется вставить 3 блюдца. Одно есть, и еще нужно 2. Вот как-то так. Так, здесь я уже не был. Так, ну давай начнем с этой стороны. Так, подожди, это... Как ее взять? Действия нет. Никакого действия нет. Что за прикол? Вот какая-то коробочка. Я не знаю, патроны это или не патроны. Как ее взять? Что это за глюк? Не подсвечивается? Ладно. Надеюсь, ничего важного. Ходит козлина. И там еще один, блин. Интересно, они фонарик мой видят? О, твою мать! Так, ну если это были патроны, давай попробуем еще раз подойти сюда. Может, возьмутся? Нет. Странно, конечно. Будем столсить? Лопата. У нас молот. Так, ты, дружочек, где? Я бы такой, что зарядил бы в тебя эту бутылочку. Давай мы попробуем. Ага, вот иди. И не говори, малая.
Не спорю, что можно было просто тихонько как-то пройти, аккуратненько, туда-сюда. Сейчас мы туда вернемся. Может, где-то какие-то патрончики, еще что-то валяется, не? Просто много бутылок. Все, ладно. It's blocked. Ну, отлично. It's locked. Вот опять такая коробочка, смотри. Почему я не могу ее взять? Ну, в чем проблема? Если это пистолетный патрон, у меня их много, ну, давай, проверим, окей. Мне нужны патроны. Не берется. Не берутся патроны. Нет действия. Блин, бред какой-то. В игре что сломалось. Я не могу понять, что именно. Лопата. Твою мать. Давай, иди сюда. Фух. Эта коробочка взялась, кстати. Кирпич. Так, у нас есть еще одно блюдо. Знамение. Хорошо. Заглохни. Кувалда. Давай обнови на всякий случай. Ведь мы вроде особо и не использовали кувалду, да? Ну. Так, выход, хорошо. Патроны, патроны. Отлично. Вот, блин. Есть коктейль Молотова где-то? Вас двое! А, блин, отпусти. Просто кирпичи. Твою мать.
Да что вы такие? Охренеть, блин. Какие-то живучие, уж больно. Мне 2 патрона всего осталось. Так, здесь мы были, кажется, да? Или нет, подожди. Такого пола я не помню. Нет, мы здесь не были. Так. И что? А, крутить. Спасибо. Ого. Прям как в Париже, под землей. Там есть такие же самые местечки. Криповые. Вот реально точно такие же. У меня фонарик барахлит, или мне кажется? Что за всплески света под ногами? Странные. Эта коробка не берется. Хотя действие на нее есть. Блин. Воу. Подождите. Ребята, дайте я ухожу, все. Твою мать. Всех патронов мира не хватит. Фух. Кстати, давно аптечек не было. Заметил? Очень странно мигает свет под ногами. Жертвоприношение. There we go. И что? Ага. По идее, у нас полный комплект. Будем выбираться отсюда. I made it out. Кто-то свечи позажигал. Так, теперь выставляем, как она должна быть. Возможно, как-то так, я не знаю. Давайте пробовать. Угу, тут еще местами можно менять, видишь? Так.
Emily, is that you? Эмили, это ты? Jeremy, Джереми, What are you а что ты doing здесь here? делаешь? but you sounded so miserable Ты in написал your мне letter. совершенно отчаянное письмо. Я пришла забрать тебя домой. I can't believe I made Поверь, не могу, such a дурацкая foolish ошибка. mistake. Я, наоборот, хотел, чтобы ты All I держалась wanted подальше was от for you этого to места. stay away. What do you mean? О чем ты? Я заключил сделку с темным человеком. A pact to Пакт, keep что Dawn сбережет Новый Орлеан ценой моей жизни. The Dark Man isn't real, Нет никакого Jeremy. темного человека, There's nothing Джереми. you can Он do не about может it. тебе How do навредить. you think any Почему of тогда this is все это happening? происходит? Как ты можешь I до can сих пор still мне не not верить? trust my words. Fine. Ладно, Then let me help. тогда позволь помочь тебе. He Не will будь bury наивна, you мы с тобой next to me навеки in his разделили soul одну temple могилу upon в его eternity. засыпанном храме. I don't care. Мне все равно, я I'll найду find a способ. way. У меня есть I have талисман. my Я own знаю о talisman, and I know Троеоле. about Tarawea. Oh, wait. Тише, 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 замолчи. Who's in here? А кто здесь? Show yourself. Покажись. You know who, Emily? Ты знаешь, кто Эмили. Он забрал твоего No, дедушку. I mean it. Who's in Не, here? I серьезно, can кто feel здесь? Я someone in- чувствую, мы здесь не одни. Emily! Эмили. Tarawea. Троуэлла, зачем тебе туда, Джереми? Мое все. I've seen so many В последнее время я повидал столько странного. Воспоминания становятся реальностью, а потом угасают, будто уставшие нити стеклянной колбы. Пейзажи из снов, что упали со звезд и утонули в море. Двери, что ведут в никуда и одновременно повсюду. Все эти размышления навеивают мысли о том, что вы каким-то образом нашли непонятный мне способ остаться в живых. Так же, как я научился ориентироваться с помощью своего талисмана. Ваши обширные познания, возможно, показали вам способ снова меня найти. Может быть, в Таруэле. С любовью, Джереми. И ключ от багажа. I need to find out more about Jeremy's pact with the Dark Man. Откройте морской сундук Джереми. Maybe Так, there was something there that would help. морской сундук Джереми. Сейчас мы пойдем проверим. She was beautiful. I wonder what happened. Она была красоткой. Интересно, что с ней случилось? Опять загрузка. Фонарик выключись. Он нам сейчас не надо. Так. Идем в комнату Джереми. Посмотрим сундук. Она с такой осторожностью открывает двери постоянно. И что же у нас здесь? Линза Барлоу. Отлично. Это как раз то, что нам нужно. Линза, устанавливаемая на любительские телескопы для большего увеличения. Так, ну что? Линза телескопа. Somebody lock it in here. И почему он ее спрятал? Поищите ответы среди звезд, написано. Такс. Нам нужно найти телескоп. Этажом ниже в гостевой. Так. Можем пойти вот так, подняться. Ой, спуститься. Пройти вот сюда, спуститься. И дальше сюда. Понято. Ну, открывай. Стоишь, смотришь. Что? Да хватит глючить, господи. Раньше здесь не было патронов, кстати. Кто их там оставляет? Так, сюда. Каждую миллисекунду сохранения, загрузка, сохранение. Так, подожди, спустились и теперь... Ага, через библиотеку проход.
Так, хорошо. Стрелочками. Вперед-назад. Влево-вправо. Мышкой тоже что-то можно. Можно мышкой даже. Вперед-назад. Как нам выставить фокус? Отлично. Так. Что это нам дает? И что? Ага. Whoa. Прикольно. Найдите координаты Тараэллы. Jeremy had found a way to enter. Так, найдите координаты Тараэллы для талисмана. Джереми нашел способ попасть в Тараэллу, но ему не повезло, но ему не позволено было выйти. Господи, ему не позволено было войти. Глубоко внутри он знал, что переступить порог для него невозможно. Джереми надеялся, что Перози отправится вместо него и сожжет ту библиотеку дотла, чтобы он смог начать все сначала. Но не вышло. У Перози были свои проблемы, свои собственные демоны, и однажды она без предупреждения умерла, держа в руках линзу телескопа. Эмили догадывалась, что это такое, по меньшей мере, часть ключа к этому раю, который Джереми... Ниже как прокрутить? Ага. По меньшей мере, часть ключа к тому раю, который Джереми так отчаянно жаждал увидеть. Заинтригованная тем, что может найти, она с нетерпением ждала возможности применить линзу. Хорошо. У нас новая головоломка. Возможно, нужно воссоздать то, что было только что на рисунке. Крутить его... Так. Крутить не требуется. Уже хорошо. Теперь вопрос. А где оно должно быть? Давай оставим пока что в центре. Блин. Допустим. Девять, 4, 1. Да что происходит? Он сам по себе вносит цифры? Хорошо, ладно, и где же это? Это обеденный зал. Там, где камин с плесенью. Я помню. Так. Was this dream of Tarawea? Талисман показал, что ворота откроются в обеденном зале. Так, обеденный зал. На этом же этаже. Идем сюда, сюда, сюда. Так, выходим на лестничную площадку. Давай пробовать. Нет. Тогда вот здесь.
Хватит глючить, блин, бесит. Ну, мне показывало сюда. И что здесь? А, сюда, типа? Даже не понял внимания. Глава 3. You should not have Зря come. вы сюда пришли, How do Эмили. you know my name? Откуда вы We знаете, как меня met? зовут? In a Мы manner знакомы? of speaking, Можно и так сказать. Вы не знаете меня, ибо я воплощение самых сокровенных желаний Еремии, но я вас знаю. yet I know of you. Are you Jeremy? Is that what Вы you're saying? Джереми? I am only his Я всего лишь subconscious часть его thought. I cannot speak for his бессознательного. totality. How come you have a Spanish Почему у accent? вас испанский акцент? И что это за место? Это Таруэла? Is this Tarawea? This is indeed Это the действительно fabled легендарный convent of монастырь Tarawea, Таруэла, где Ереми where находит Jeremy goes to покой find во время peace during сеансов с sessions доктором with Dr. Греем. Gray. It's all fantasy. Значит, это все Based on the фантазия, things he has основанная witnessed. на увиденном, And that includes you. включая Yes. вас. Да, меня My зовут name is Хуан Juan Luis Луис Хорхе. Однажды Jeremy once read Ереми a book прочел about мою it. книгу, ему It понравилось. stuck with him. Can you help me break the Можете pact with помочь Dark мне Knight so разорвать we can пакт leave с темным Versailles? человеком? Jeremy doesn't want you to. Джереми этого не хочет. He Он wants to желает honor сдержать his word to данное the Dark темному Knight. человеку слово. What's the Почему? point? I don't В чем understand what the смысл? pact Я не is for. понимаю. The people of Derceto are Жители calling Дерсета upon призывают evil зло в to этот enter мир. this world. Ваш дядя предложил темному Your uncle человеку offered his душу, soul чтобы to the тот Dark предотвратил Lantern in case of катастрофу. disaster. What? Что? No, that Не doesn't может make any такого sense. быть. The pact will be fulfilled Пакт будет at dawn. исполнен на рассвете. Взойдет As the солнце, sun и rises, Джереми навеки останется Jeremy will погребенным forever be в засыпальном entombed in his пустынном sunken храме. desert temple. As promised. А темный человек, как The я Dark Man обещал, shall quarantine запечатает and и starve уморит evil голод inside What about all the зла. patients and the staff? Что будет с пациентами? У них нет ни единого шанса. Это недопустимо. Как Джереми согласился на такое? От отчаяния, конечно же. Он не то чтобы хотел стать мучеником. Well, nothing is lost yet. Что ж, ничего не потеряно. Уверен, я смогу разорвать пакт и спасти Джереми. Hopefully the people at Derceto. What О even is this каком evil зле you're вообще talking говорите? about? I don't know much. Мне ведомо немного. Думаю, это какая-то адская сущность с болот. We'll just have to deal with that С ней, later. значит, разберусь позже. Сперва нужно вытащить Джереми. What? Что? Did you run out of Нечего больше arguments? сказать? You're actually quite Вы действительно inspiring, весьма he said. вдохновляете, мисс Эмили. If we put Jeremy's Отбросив в feelings сторону чувства aside, Джереми, я сказал бы, что согласен to с say вами. I agree with you. Really? You Правда? might just be У вас able может to save получиться the old уберечь man from старика от himself. самого себя. Думаю, вам следует I think you should заглянуть take a в look in the монастырскую Gunpowder библиотеку. Library. Попробуйте найти правду Try to find the связи truth about Джереми с Jeremy's темным человеком. relationship with the Dark Man. Okay. You should Хорошо. know that you won't be Но знайте, alone что в in тех Grand Hall. величественных залах вы будете не Dark Man одни. has Темный been человек reading годами those читал эти books for книги. years. He's Он here? здесь. You'll have to be Будьте very крайне careful. осторожны. Of course. Да, постараюсь. I can be careful. Good luck, Miss Emily. Удачи, мисс Эмили. Так, нам нужно в библиотеку. И там есть темный человек. Нужно быть очень осторожным. Хорошо. Постараемся. Так, ищите ответы в большой библиотеке Тараэлы. Так. И куда нам идти? Да, может быть. Загрузка, 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 загрузка. Ничего себе. Ого, библиотека. Сильно.
Хм. Какая большая библиотека. There's something missing. Здесь чего-то не хватает. Устаревшие предметы помещены в архив. Большая библиотека. Подсказка. Большая библиотека была бесконечной, прекрасной и ужасной. Записи Акаши для вселенной внутри головы Джереми Хартвуда. Теперь оскверненная, навязанной ему историей, рассказанной маниакальным лжецом, зло, порожденное наукой и тайной. Я выделяю комнату и запру основу его характера. Ключ от комнаты оставляю библиотекарю, единственному, кого не замечает бродяга. Так, давай, наверное, фонарик включим. Чуть-чуть светлее станет когда. Так. Там дыра. Секундочку. Ну, давай осмотримся здесь сначала. Ой. Это крипово. Не нравится мне эта статуя. Ключ Губерта. Ключевой предмет. Когда подвесную комнату достроили, ключ от нее передали библиотекарю монастырю Губерту, чтобы он берег от любопытных глаз самые мрачные тайны Джереми. Ну, классно. Ну, отлично. О нет, только не он. Малая, быстрее. Твою мать. Как его избегать? Сюда идет. Идет? Да. Сюда идет. Малая, быстрее.
Быстрей, 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 быстрей. Да ладно. Какого хрена? Как ты это делаешь? Какого хрена? Да быстрее, малая, давай. Сюда можно? Разоблаченное зло. Презент. Bulwark. Малая, очень долго спускаешься. Ой, а зачем я сюда пошел? А куда вообще мне? Не сильно понимаю, что делать. Ну, допустим. Ох ты, блядь. Класс. Плохо дело, кажется, он сюда идет. А я в тупике. Все. Отвалил. Фу, блин. Можно прыгнуть здесь? Она не может прыгнуть здесь. Так. Что еще? Here we go. Загружается, загружается. It
На дворе стояла жаркая осень и шел сквозь ночь среди неумолимой толпы. Он был кем-то вроде странствующего артиста, выступающего. Адрес мероприятия в Новом Орлеане безвозвратно утерян, но в памяти отчетливо мелькает упоминание о сухом... Emily! I hope you found what Надеюсь, вы нашли то, что искали. Назад дороги нет. Он у меня в голове, Хуан. Его дыхание заменяет мое. you should not have come. Зря вы пришли сюда, Эмили. Да. Well, if it isn't А вот и моя новая лучшая подруга. Подходите, выпьем немножко. Join me for some giggle water. Ruth? Рут? Oh, Miss О, мисс Hartwood. Хартвуд. Не говорите, что не развлекались без меня. Ruth, what is Рут, this что это за место? place? Где Where мы? are we? Have you never А been вы to что, the не бывали Macabee еще в before? Макебане? Goodness Боже me. мой. Скажите, мисс Хартвуд, вы хоть когда-нибудь пробовали Have you развлекаться? ever considered going out for an evening? Are we in New Orleans? Ну, в Новом Орлеане. Oh, who can tell anymore? О, кто знает. Я просто вошла в парадный зал и вдруг очутилась здесь. The Grand Parlor? Парадный зал. Как мне вернуться отсюда в Дерсета? Вы уверены, что хотите этого? Можем остаться здесь и веселиться всю ночь. Хотите джина? How about a gin fizz? If this is New Orleans, maybe I should Если go это Новый Орлеан, может быть, стоит пойти дальше, отыскать магическое шоу, о котором говорилось в книге. Но там не было адреса, лишь судоходная Oh, is this about компания. what А это Jeremy met Джереми that man? повстречал. How do you know about that? Откуда вы об этом знаете? Джереми много говорил о темном человеке. Мне даже завидно было. Always felt a bit envious. How so? Почему? If an all-powerful Если бы кто-то entity могущественный showed me вызывал any интерес ко interest, мне, я бы его, I'd по at крайней least мере, hear him out. выслушала. Уверена, I'm ему sure есть he что has предложить. plenty to offer. I don't think you'd want that, Ruth. Не думаю, что вы этого хотите, Рут. Вы слишком милы для подобного. Да бросьте. Вы за кого меня принимаете? Тьма — моя стихия. По-моему, она мне очень к лицу. I think it suits me. You don't happen to know how to Вы find часом the не знаете, French где найти shipping офис company? сухо... Of course. Да, Their конечно. office is just over there. А вот же он. Whoa, what happened? Что случилось? You just got lucky. Вам просто повезло. A bientôt, Mademoiselle Emily. Hey, do you know where my uncle is? Вы моего дядю знаете? No. Нет, But I но bet вы you're совсем close. рядом. Так, поищите адрес. Спичный коробок. Мгм. Появление темного человека. На дворе стояла жаркая осень, и я шел сквозь ночи среди неуемной толпы, чтобы узреть черного фараона. Он был кем-то вроде странствующего артиста, выступающего в публичных залах и вызывающего всеобщий страх, где бы он ни появлялся. Тот самый тип острых ощущений, который искал мой отец, особенно если в программе были электрические трюки. Адрес мероприятия в Новом Орлеане безвозвратно утерян, но в памяти отчетливо мелькает упоминание о судоходных компаниях Прегзд, заявляющей в утренних газетах о своем вкладе. Ходили слухи о том, что частью представления был какой-то египетский саркофаг. Я еще думал тогда, как они подняли его. По, казалось, бесконечной лестнице. Детали представления артиста почти полностью сменил ужас, такое, что притупляет и скрывает нечто невыносимо жуткое.
Но нет сомнений в том, что с той ночи я не могу вспомнить ни единого дня, когда не видел или не чувствовал присутствия темного человека. Так, поищите адрес шоу. According to the book in the Great Library, they assisted a showman performing somewhere in New Orleans. It's somehow connected to Jeremy's Это как-то связано с встречей Джереми темного человека. Уверена, там указан и адрес. В общем, ищем адрес. Адрес какого-то шоу. It's locked from the other side. Заперто с той стороны. У тебя глаза прям на рентгены. Да ёбаный твой рот. Плохо дело. Аптечки закончились. Метла? Серьезно? А, это весло. Вот бля. Я дико извиняюсь. Сюда идет дружочек. Так. Кувалда прочнее будет, смотри. Вижу бутылку. Давай сразу же ее используем. Аптечка. Хорош. 2 аптечки. Там была бутылка, я бы хотел бы ее еще сразу швырнуть в этого чудика. Ой-ой-ой, ой-ой, ой-ой. Вот еще одна. Это аптечка. Да, иди сюда, дружочек. А бросай, мать твою. Хорош. Не пришлось патроны использовать. Доки Нового Орлеана. Пирс номер 11. Так. Угу. Хорошо. Their way through the sewers. Еще одна кувалда. Отлично. Прикольно, как смотри, раньше столы закрывались. Чик, опустил штуковину такую. Все, рабочее место заперто. Лазить никто не будет. И пылью припадать не будет. Ключ Стиви Дора. Гаси.
Да ты чё? Серьезно? Дружочек. Ой, блин. Капец. Ой. Ладно, так. Ах, отличная аптечка. Тут была бутылочка, смотри. Maybe I can move all that junk out of the way with the crane. Нужно поднять. Так, бутылка здесь, если что. И вот бутылка еще одна. Хорошо, буду иметь в виду. Хорошо. Так, и здесь бутылка тоже. Так. All done. Дело сделано. Где? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мать, быстрее. Ой-ой-ой. Плохо дело, мать, выбегай. Просто беги. Беги, 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 беги. Нет, мать, не вариант. Вливаем. Потратим все аптечки, все патроны. Ой, блин, конечно, грязная. Есть что-нибудь для меня? Ну и кошмары у Джереми. Жуть какая-то. Так, я его трогать не буду, просто идем дальше. Так, хорошо. Что? Эпично. Я фонарик пока выключу. А мне все равно нужно сюда. Блин. Есть что-нибудь полезное? Нет.
All right. I made it inside the Так, warehouse. отлично. Вот и попал на склад. Осталось лишь найти адрес. Так, коктейль Молотова здесь у нас лежит. Хорошо. Вон еще коктейль Молотова. 3 бутылки уже вижу. Скорее всего, они понадобятся нам. Не просто так они... И вот еще одна. Так, ну допустим. Шли наверх. Прекрасно. Здесь что-то произошло. Ого. This is getting ridiculous. Это же просто какой-то фарс. Нет, я... Томми Ган. Вот это сильно. Сколько патронов? 20 патронов, блин. Дисковый магазин. Хорош. Слушай, в обойме всего 20 патронов? Серьезно? Еще одна бутылка. Так. Сейф. Подсказки. Дайте мне какую-то подсказочку. А, там что-то есть. Все его вещи. Так. На корабль напали, когда он стоял в доке. Все его вещи мы вернули, но без кровопролития не обошлось. Нескольких матросов жители глубин утопили в Миссисипи. Все вещи подписаны и доставлены. Теперь главное сберечь бумаги. Когда Луна умирает на западе, а Земля продолжает свое путешествие на восток, ужас начинает поглощать умы людей на мертвых землях. Твою мать. Когда Луна умирает на западе, а Земля продолжает свое путешествие на восток, ужас начнет поглощать умы людей на мертвых землях. Налево, направо и потом на мертвые земли. Не знаю. Я хрен знает. Я не знаю. Так, давай внимательно осмотримся.
Я не вижу никаких больше подсказок. На столе может быть что-то. Луна, земля, ужас. Ой, блин. Луна, земля, ужас. Ой, блин, ой. Когда Луна умирает на западе, а Земля продолжает свое путешествие на восток, ужас начинает поглощать умы людей на мертвых землях. What is left, later is right. And it's back again. Здесь вообще другое написано. Запад. А Земля продолжает свое путешествие на восток. Это, честно говоря, какая-то дичь. Что? А что я сейчас сделал? Да ладно. Это бред какой-то. Чисто случайно. Ладно, грузовой манифест. Судоходная компания ПРГЗТ, грузовой манифест, доставлено черному фараону по адресу Галатин-стрит 13, список предметов 4 морских сундука, реквизит, саркофаг и египетский гроб, большой деревянный ящик, декорация. Так. Ну, зачем мне это? И вот он, адрес театра, где Джереми впервые встретил темного человека. Ой-ой-ой, загружается что-то. Это не к добру. Так, сколько патронов у меня? 34. Так, подожди, не нравится мне это все. Давай проверим, где у нас бутылки стоят. Раз, два. Блин.
Раз, два бутылка. Вот два. Вот три. А, это аптечка. Блин. Две бутылки, значит. Раз, два. А вот еще есть. Так, а мы назад не идем, да? Так, бутылка там, в самом конце. Вот. Кирпич. И вот бутылка. Блять, твою мать, сука, напугали. Пизда. Нахуй это напугать. Будики. Чуть не обосрался. Ебать. Слушай, легко отделался еще. О, блин, напугали. Вот еще бутылка была. Патроны. Не требуется. Looks like the fog cleared up. Кажется, туман рассеялся. Туман рассеялся. Адрес, который вы ищете, прямо по улице. Спасибо. Ого. You shouldn't have come. Зря ты пришла сюда. Don't say that. Не говори You так. needed Тебе my нужна help. помощь. All I want Я хотел лишь is people away from отвадить людей от Дерсета, особенно Especially тебя, you, Эмили. Em. В нашей семье только You're the only ты one in the простила меня family за то, who что forgave me смерть for я choosing old предпочел age старость. over death. Father still cares Отец for все you. еще любит тебя. He has Он paid for оплачивает your твое treatment лечение at в Дерсета, To get rid чтобы of держать me. меня подальше. В Дерсета That's the только only reason потому и anyone's at попадает, Derceto. кто в семье решил, что Someone что-то in the начал family становиться thought you позором. were becoming an embarrassment. Help me get you out of Помоги this мне mess, вытащить тебя, Jeremy. Джереми. I want to Уедем take you отсюда. away. Your father would send Твой me right отец back. тут же отправит меня обратно. What if I take you up Мы north? можем отправиться на север, I know в Mother Кингспорт. still У has мамы family там up еще there. I've осталась been семья. thinking Я about уже going for a какое-то время об while этом думаю. I haven't been to Я не был в Massachusetts Массачусетсе in много лет. До years. сих пор рисую по памяти. Из того старого маяка выходит отличный мотив. That old lighthouse makes for a great motif. Your father and I Мы с would твоим go отцом almost почти every каждое summer. лето к нему ездили. Then Но when когда our умер great наш uncle двоюродный died, дедушка, we stopped то going. перестали туда возвращаться. What is there to be done Что about можно that, поделать с though? темным человеком? He's Это the one ведь holding you back, он right? не дает You тебе feel like уйти, you can't правда? leave without Ты paying чувствуешь, for что обязан уплатить ему. Dark man has Темный been человек со мной с since I was 12 12 лет years стоял old. на этой самой сцене, вон там. He was standing right На on that короткое stage мгновение right он over there. задержал на мне взгляд, и это было достаточно. Я понял, кто он такой. Живое воплощение проклятия Хартвудов. That was it. I recognized Мне him казалось, for что what пришел he мой was. черед. Но надо мной он лишь усмехнулся, переведя взгляд на сидящего рядом отца. I thought it was my turn, but I was only there to be mocked. Instead, his attention moved on to my father sitting next to me. I turned to him and Я saw повернулся his к нему и face. увидел его лицо. Такого бледного лика я не видел никогда. Shade of pale Той I've ночью он ever откусил seen. себе язык и задохнулся.
He bit off his tongue that night and suffocated. What can be done, Jeremy? Что можно сделать, Джереми? Please. Скажи мне. There's a way. Есть один способ, даже два, если точнее. Один хуже другого. One way Письменный to договор, погребенный в его засыпанном храме. now buried inside his sunken temple. Don't you remember what Ты it помнишь, said? что там написано? Don't want Я не to. хочу. Try, Jeremy. Попытайся, What did the Джереми. contract Что say? написано в договоре? Нет, нельзя. Мы не можем позволить чуме поглотить Новый Орлеан. Я должен принести жертву. I have to make this sacrifice. What are you talking О чем ты about? говоришь? Is this the thing from О the той Bible? сущности из болот? Juan said Уан something. упоминала что-то такое. Да. Okay, so there is a way to Хорошо, у нас хотя бы есть намек, как разорвать контракт с темным человеком. Он спрятал его где-то в глубине своего храма. Остается лишь найти его. Somehow. Всего лишь. Так. Заперто. Ах ты подлец. Загружаемся, загружаемся. Да. Так. Опять знаки зодиака. Угу. Кто фонарик постоянно выключает? Так. Знаки зодиака. Угу. Так. Кувшин по центру М. Там. Да что ты будешь делать? У нас такой рисунок был в записях? Я уже не помню. Да. А вот он. Хорошо, допустим. Как нам правильно выставить? Вот так, вот так, вот так. Так, пусть будет как будто бы 2М H. 2MH. 2MH. Это... Так, двойка это 5. 5, 8. А где этот символ? Еще один. H не вижу. Возможно, вот это. Похоже на H. Значит, 5, 2, 8, да? Пять, 2, 8. Ну, попробуем. Пять, 2, 8. Такие звуки интересные. Прикол. Хорошо. Ну, указывала на какую-то из этих штук, разве нет? А, да, ясно.
А, или мне ничего не нужно брать? Просто идем? Хорошо. Так, идем спокойно, потому что сейчас прогружается новая локация. Найдите способ пробраться в засыпанный храм. Красиво здесь. Сочно. Очень сочно. Красиво. Интересно, сюда можно? Ага, невидимая стена. Короче, у нас есть 3 колонны. Они подсвечиваются. Там еще какие-то палатки есть. Ого. I need to get down there somehow. Нужно как-то спуститься. Угу. Мы здесь будем прикреплять веревку. Хорошо. Нужно найти веревку. Хорош, патрончики на автомат. За пределами долины Нила. Храм Нефренка лежит под нашим лагерем. Несмотря на все усилия, это скверное место не рухнуло, а погрузилось в песок. Фараона давно уже нет, его имя кропотливо вычеркнуто из всех древних писаний. Но та предназначенная для крови и страха сцена осталась. Поговаривают, в храме нет света, и он был построен, чтобы приютить всех темных существ из глубин нашей вселенной. Призывать богов означало создать мост между нашими мирами. Ужасный Альдебаран, Тельца, Черное Солнце, считается важнейшей звездой на ночном небе, ибо, согласно Китаб Аль-Азиф, та была домом ползучего хаоса по имени Нириаралтеп. Ходили слухи, что с помощью древних механизмов жрецы могли создавать столпы света, излучаемые странным камнем под названием «Сияющий трапецоэдр». Несколько потоков, объединенных вместе над статуей темного человека, можно было отправить сквозь пространство к черному солнцу. Послание богам. Дары, что получал отправитель такого послания, нигде не задокументированы, но предполагается, что они были связаны с темными кровавыми пактами, когда души обменивались на зловещие чудеса. Веревка. Заглянуть можно?
Воу. И думал, атаковать меня будет. Так. Okay, you can do this, Emily. Отлично. Вперед, Эмили. Используйте механизмы старого храма, чтобы найти контракт. It's the constellation Taurus. Созвездие Тельца и самая большая в нем звезда Альдебаран. Это как-то связано. Альдебаран. Как вообще здесь двери открываются? Спустились непонятно куда, непонятно для чего. И обратно уже не вылезти. Кто факелы зажег? Мне это уже снилось, но все было словно окутано тьмой. Именно тут и спрятан контракт. Но как же до него добраться? Тут все проходы завалены. Никаких рычагов я ничего не вижу пока что. О. Ясно. Я думал, что-то интересное будет. О, кирпич. О, я вижу какой-то рычаг. Ничего, атаковать меня будут? Серьезно? Да, я знаю. Очень неэкономно. Капец. Короче, наверное, на них лучше не попадаться, да? На эти лучи. Скорее всего, их нужно выставить корректно. Чтобы они светили четко в определенные какие-то точки. Здесь чего-то явно не хватает. Так, сюда нужно будет, видимо, вставить линзы. Допустим. Горизонт, ключевой предмет. Изготовленная с неожиданной точностью линза с выразительным иероглифом.
Сюда тоже нужно вставить. Осталось лишь найти линзу. Так, это куда направить? Твою мать. Беги. Да беги, мать твою. Где ты? Черт. Быстрее. Блин, у меня же есть еще рукопашное оружие. Я забыл. Блин, так. Куда тебя направить? Слушалась. Непонятно. Ниже не опускается. Давай пока что мы оставим это. Так, секунду, здесь у нас что? Блин, сюда нужно было направить луч. На эту штуковину. Сюда тоже нужно раздобыть. Так, мы по кругу ходим, да? Так. Еще раз давай здесь проверим. Моментик. Направим луч. Нет, неправильно. Может, сюда? Кажется, какая-то дверь внизу открылась. Давай попробуем теперь спуститься вниз.
Какая дверь открылась? Понял. Это не то. Где-то что-то я упустил. Так, давай еще раз здесь посмотрим. Здесь нужно вставить кристалл, у меня его нет. Кстати, здесь кристалл засветился. И что это значит? Что изменилось? Опа. Да, фиговина засветилась сверху. Как мы туда проходили? Здесь, да? И что? Змейка. Слушай, по-моему, мы здесь не были. Тоже кажется, что мы здесь не были. Звезда. Тут плита, и она может подняться. Так, звезда не сюда.
Интересно, куда? Может быть, туда? Попробовать. Нет, не сюда. Возможно, вон туда. Класс. Еще? Где-то застряли. Помочь? Сюда может быть. Что еще может подсветить? Так. Дверка открылась. Будем долго и нудно спускаться, наверное. Кирпич. Ну что, посмотрим, что у нас тут. Отлично. Так, где-то был коктейль Молотова. Вы не помните? Давай ускоряйся. Роха, ускоряйся. Ух ты, блядь. Подкрался незаметно. Давай, давай, малая, ускоряемся. Давай посмотрим, что внизу.
Замечательно. Преисподня. Что здесь у вас происходит? Происходило. Так, теперь это нужно поставить в правильное место. Возможно, сюда. Сейчас по ходу дела будем разбираться. Так, тут все заперто. Да уж, срезка бы какая-нибудь не помешала. Так, на другую сторону. Ага, а вниз она не идет. Куда мне ее? Сюда? Так, теперь наверх подняться. И по всему. Она придумывает, блин, этих головоломок. Так, погнали. Как пойдем? То же самое. Может, сюда быстрее? Вот, бля. Плохо дело. Давай, малыха, ускоряйся. Пробежаться не хочешь? Беги, 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 беги. Твою мать. Сейчас все развалится. What's happening? Acknowledge psychological. Признать психологическую травму, прорваться через барьеры самообмана, уберечь маниакальное поведение. Это оно? Это и есть контракт? Is this the contract? Huh?
Глава 4. О, Джереми. Oh, Jeremy. Ты мог предотвратить How столько much pain and страданий и suffering you could боли. have prevented. Emily, Эмили? what are you doing? Что вы здесь делаете? Detective, Детектив. how Как is your продвигается investigation расследование? Well, I still don't Ну, know who я Jeremy все is, but I еще think I понятия know не why имею, где he's Джереми, hiding. но я думаю, знаю, где он прячется. Здесь полно сумасшедших, и ночью он не собирается Well, провести. that sounds ridiculous. Это просто бред. Or rather, would Или have. было бы бредом всего пару дней Gets назад. worse. I Это have еще reason to цветочки. У believe меня they есть killed сомнения, anyone who didn't основания go полагать, along что они with убивали the plan. каждого, кто... Detective, Детектив, вам встречались you сегодня encountered any монстры? monsters tonight? I just told you, I think Я they же говорю, killed они убивали людей. Писательница Брегер, певица, клерк, мистер садовник, Mr. Waits, the clerk, Ченс. Chance the Все gardener. пропали. They're all missing. No, I mean, Я не об этом. have Вы you сегодня fired your стреляли? gun tonight? Of course not. Конечно, They would just нет. kill Чужака они outsiders. просто так убивать не станут. Это привлечет слишком много внимания. You should keep Но your вам eyes стоит держать ухо на You востро. haven't seen anything Значит, вы не видели strange? ничего странного? Been anywhere else? Не были в другом Try to месте? tell me, Emily. Что вы хотите этим сказать, Эмили? Let me drive you back. Отвезу-ка я вас обратно в Новый Орлеан. Думаю, я накопал достаточно, чтобы убедить полицию начать расследование. No. Не, не нужно, спасибо. Thank you, detective. I'll find your uncle. Я найду вашего дядю, мисс Хартвуд. Постарайтесь не попадать в беду. Так, контракт темного человека, давайте посмотрим. Так, признать психологическую травму, прорваться через барьеры самообмана, умерить маниакальное поведение. Медицина меня подвела. Рассеять проклятие Хартвудов невозможно. Лишь жертвенный кинжал может высвободить отчаяние из ока Джейкоба. Но это станет концом Дерсета. Пусть хоть раз мое проклятие будет оружием. Я принимаю твои требования. О, ползучий хаос. Строй свою тюрьму вокруг этой богом забытой лечебницы. Когда зло истощится, я останусь похороненным здесь навсегда. Вломитесь в сейф доктора Грея, выясните, что ему известно. Вломитесь прям. Сюда можно? А, мы только отсюда. Мы с чердака, все. Здесь что? Ничего. Getting rough out there. Да это настоящая буря. Угу, заперто. А раньше мы здесь проходили. Раньше крови здесь не было. Так, здесь по-прежнему требуется ключик. У нас его, естественно, нет. If we could just get rid of Jeremy, Если просто избавиться от Джереми, все снова вернется в норму. That reminds me. Ты мне напомнила, я видел мисс Эмили. Помнишь ее? Ты ведь знаешь, что это племянница Джереми. she's looking for Она его ищет. That's right. Ну да, He's helping us. по-своему помогает. Own way. as long as she don't Главное, чтобы stand in Эмили the не way встала of на пути mother. у матери тысячи детей. I don't think so. Вряд ли ей вообще до этого дела. Она здесь ради Джереми. I've been more worried about that. Меня больше волнует этот детектив Карми. Шныряет вокруг, вопросы разные задает. Боже, больно. I wish you would stop Вот бы doing ты that. так больше не делала, мне от этого не по себе.
что происходит. Так. The orderlies Вломитесь в сейф доктора Грея. were back at Derceto as Санитары Батист и Лотти тоже вернулись в Дверсетта, словно призраки прошлого, никак не желавшие оставить Эмили в покое. Она не могла понять, на ее стороне они или нет, и от чего именно страдала Лотти. Так, сейф. It's blocked. Опа. Это уже интересно. Так, можно пробовать через библиотеку вроде бы, если не ошибаюсь. Сумасшествие в Астарте. Lunacy and the Яля Клайна, Люмина, 16-й год. В начале 1909-м старую плантацию Дерсета в окрестностях Нового Орлеана превратили в поселение художников. Трое известных европейских деятелей искусства взяли дом и окружающие земли в аренду у владельцев семьи Леду. Поселение управлялось Себастьяном Кортесом, который и его соратники Уильям Арджес и Генрих Кассель игриво называли капитаном. Оно просуществовало 6 лет, пока однажды бесследно не пропали все 12 обитателей. Широко распространено мнение, что их исчезновение связано с разрушительным ураганом, пронесшимся 29 сентября 2015 году, но доказательств тому нет. Нам известно об их активном участии в ночной жизни Нового Орлеана, пристрастии к вечеринкам и эффектном участии в ежегодных карнавалах в роли пиратов Паншартерна. Упоминания о них можно обнаружить почти в каждой колонии сплетен. Беззаботные и богемные. Вот их краткая характеристика. Название Астарта начало появляться в газетах в конце июня 1909 года. Кортес утверждал, что это слово пришло ему в голову во время занятия живописью. А о древней финикийской богине плодородия с таким же именем он, скорее всего, не знал. А вот его коллега по поселению Генрих Кассель знал, потому что позднее создал скульптуры, явно отсылающие к древним идолам богини. Невозможно точно сказать, откуда вокруг взялось это имя, но оно любопытно из-за истории Дерсета. Даже само название Дерсета – это греческое имя сирийской богини плодородия. Выбор слова Дерсета в качестве названия плантации точно не был случайностью. Нам известно, что Элайя Пикфорд намеревался построить храм для своего культа, так как за 2 года до покупки земли распространял брошюры со своими планами. На момент постройки плантации среди его поклонников было около 100 мужчин и женщин, в основном моряки, мароны и каджуны. Остальным Дерсета казался обычной плантацией рабов, что позволяло Пикфорду и его пастве оставаться в тени десятилетиями. Согласно официальной версии, культ просуществовал до 1862 года, когда пришли северяне, сожгли плантацию дотла и разогнали обитателей. После гражданской войны в руинах Дерсета начали собираться новые люди, ставшие поклоняться еще одной богине плодородия – Шаб-Нигурат. Как бы странно ни звучало название Дерсета, оно не так редко встречается среди людей, знающих. Астарта известна не меньше, и начитанные художники могли подсознательно выбрать ее. Штаб Нигурат, с другой стороны, не слишком известное имя. Практически невозможно, чтобы кто-то в Луизиане его слышал. Это имя упоминается только в редких книгах, таких как «Сокровенные культы» и «Некрономикон». Оно считается коверканием арабских слов, означающих относящиеся к темным детям. Несколько написанных о богине абзацев настолько мрачны, что никто в здравом уме не захочет создавать основанную на подобном религию. От культа Шаб-Нигурат тяжело было избавиться. За многие годы полиция посадила и убила нескольких сектантов, но в итоге, как представляется, главным виновником упадка культа стал он сам, как и все предыдущие культы на землях Дерсета. Капитан армии северян Джон Нортон описывает его как обитателей, как истощенных и одержимых.
Как бы солдаты не пытались их спасти, те яро давали отпор, будто ничто не могло удержать их от медленного самоуничтожения. Исчезновение последних художников старта все еще остается тайной, но повторяющийся мотив предполагает, что в их судьбе замешаны сумасшедшие и жажда самопожертвования ради богини, плодородия с 1000 имен. Нет, нам кажется, не в эту сторону. Если я не ошибаюсь... А, нет, правильно. Ты смотри. Ну, отлично. А, лестничку. Совсем забыл. Я же сам ее и ставил сюда. Так, сейф здесь. Но комбинацию-то мы не знаем. Наверняка у мистера Уэйтса есть запасной ключ от кабинета доктора Грея. Только вот где? Откройте сейф в кабинете администратора. А, не этот сейф. Тут еще один есть сейф. А ну-ка. Кабинет администратора. Так. Угу. И как же туда попасть? Так, вломитесь в офис доктора Грея, выясните, что ему известно. Откройте сейф в кабинете администратора. Офис доктора Грея. Ни сюда, ни сюда у нас нет доступа. Ладно. Так. У нас здесь. Ага. Заперто. Пошли наверх. Кстати, а что насчет входной? Понятно. Куда еще можно сбегать?
Да, ну, нужен ключ в кабинет доктора Грея. Где же он может быть? Что? Что такого здесь не было? Доверься мне. Брат, доверься мне. Это самый важный момент в истории нашей семьи. Я знаю, что ты сомневаешься и что та ужасная мама Лоа наврала тебе. Я никогда не предам тебя, обещаю, Лотти. Юная леди, как проходит время? С переменным успехом. Понимаю вас. Жизнь наша, как флюгер на ветру. Ты в порядке, малышка? Хотите, покажу вам свою маску? Как ты... Это что, должно быть моим? Знай свое место, мелкая девушка. Почему ты так себя ведешь? Чем я тебя обидела? Джек из коробки. Презент. Ключ от холла первого этажа. Я просто одолжу. По крайней мере, он дышит. Оставлю его в покое. Пусть отдыхает. Так. Ну, пока у нас в инвентаре ничего нет, предлагаю пойти и использовать этот ключ по назначению. Так, слушай, а здесь мы еще не были, да, получается? Мы здесь не были. А тихо ты. Ломаешься. Момент озарения. Иногда мне кажется, что это место на меня плохо влияет, что Дерсета станет моей могилой. Гроб полный вычурной архитектуры. Тадж-Махал для пьяных и депрессивных. Есть здесь что-то такое, то же самое, что и в Докторе Грее. Мы будто притворяемся, что пришли сюда. Мы будто притворяемся, что пришли сюда выздоравливать, когда на самом деле мы здесь обретем забвение. Так.
Фото с войны. Castle built the Кассель смастерил калейдоскоп в качестве упражнения по анимации. Он так интересовался движущимися картинками, что даже заказал аэроскоп для колонии. Не терпится видеть, какие фантасмагории он создаст, а пока его калейдоскоп здорово меня развлекает. И дело вовсе не в человечке и его голове, что весьма забавно, а в чарующих бликах света, которые возникают при вращении. Это по-настоящему возвращает меня в детство. Сюда нужно вставить лампочку, наверное, для вспышки. Лампочки у нас нет. Так. Пустая комната. Подписано. Прочтите слова на стене. This is my room. Это ведь моя комната. I belong here. Опять сейф. I don't know the combination. Wait, maybe I do. Я жду здесь одна в темноте. Поговори со мной. Смерть. Наша часть. Почему... I know that number. Where's that from? Когда я выберусь I did отсюда? this. I wrote that. 1 и 3 икса. 1 xxxx. И как это должно помочь мне определить код? Черт. 1 и 3 икса. Один и 3 икса. Как это понимать? Да я, блин, не знаю. Изучите предметы в инвентаре, чтобы найти числа для сейфа. Предметы в инвентаре? Калейдоскоп. Момент озарения. Сумасшествие в Астарте. Контракт темного человека. Предостережение Джереми. Да ладно, 1918? 1918? Давай попробуем. Так, 1, 9, 1, 8. Прикол. Лампочка. Спасибо.
Используются фотографии для создания искусственного освещения. Подсказка. Darling, I finally... Дорогая, я наконец-то нашла то фото времен войны во Франции. Не думаю, что это ваш жених, но фотография напомнила мне о нем. Каким, наверное, невероятным человеком он был. Вам в какой-то мере повезло. Он мог оказаться никем и умереть, упав в Миссисипи. Вместо этого он добровольно отправился через весь мир, чтобы бороться за отчаявшихся людей, и погиб с честью, как Ахиллес в Трое. Я завидую вам, или, может быть, ему. Это невероятно романтично. У меня все. Пожалуйста, не стесняйтесь пользоваться моей камерой, если захочется. Она может вас подбодрить, может сблизить с ним. Пускай и только в памяти. Пошли камеру испробуем. How long have I been here? Ты не хочешь пистолет убрать? Найдите своего жениха. I'll find you, John. Я найду тебя, Джон. Это еще что было? Вот патроны. John. Немножко напоминает амнезию бункер.
капец. Прилеты. Опа. Твою мать. Тихо, 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 тихо. Oh God, I thought I was done with you. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Твою мать. Он слепой, да? Он слепой? Слепой. Реально слепой. Твою мать. Слепой. Быстрее, 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 быстрее. Твою мать, он назад идет. Там еще один. Отвали от меня. У меня не так много патронов, чтобы с ним сражаться. Бля, мы еще ни разу с ним не сражались. Я даже не знаю, сколько патронов потребуется. В теории мы могли побежать, наверное, да? Что? Что, лежало? Нет? Оказалось. Где-то здесь я слышу еще один. Топчется. Так, сохранение это хорошо. Куда? Куда? Дай патронов, пожалуйста. Дай патронов. Спасибо, блин. Твою мать. Вообще без понятия, куда идти. Ой, тут тупик. Блин. Ну, ту штуковину, в принципе, с 2-3 выстрелов вроде как можно. Да, тем более бутылка есть, смотри. Так, давай эту бутылку возьмем, мы ее используем. Сейчас я вот здесь обойти хочу. Надеюсь, та штука за мной не выйдет. Я слышу, как он дышит где-то там. Так, вот еще одна бутылка была, кстати. Ух, аптечка, это хорошо. Ого. Где все? Твою мать. Чувак. Куда он идет? Куда пошел? Отлично. Давай, иди туда, иди в ту сторону. Давай, проваливай. Давай, будь там, пожалуйста, не возвращайся. Не возвращайся. Так, ну они слепые, и я надеюсь, что Нари не привлекает их внимание. Очень на это надеюсь. О.
Так, направо бараки, налево медицинский центр. Ну, вернее, не медицинский центр, а медпалата. Так, здесь ничего. В таком узком пространстве не хватает камеры от первого лица. Правде говоря. Блин. Линия фронта. Что это? А, дверь. Так, ну давай посмотрим. А, хорошо, хоть здесь никого нет. Сейчас бы обосрался, блин. Серьезно? Ничего? Ничего, что ты можешь взять? Куча сумок, аптечек. Порыться, блин, в них. Плохо. Сохраняшечка. Хорошо. О, самолет. У меня 3 выстрела на ружье. 7 на пистолете. Блин. 18 Томми Ган. Так, давай, наверное, пробовать. Пока он там. Без понятия, куда нам, налево, направо. Не хватает вот этой фичи, знаешь, из... Твою мать. Здесь что? Здесь это не слишком шумно было. Короче, это какая-то а-ля срезка. Вот, что я говорил. Топор. Ну ладно, пусть будет топор. Не хватает способности видеть сквозь объект. А куда мне? Подожди, я не понял. По кругу ходит, ладно. Давай, малая, чуть на ускоренных. Очень долго идет. Может быть, это здесь нужно пройти? Я не вижу прохода, а куда мне? Твою мать. Может, где-то какая-то лестничка наверх? Давай еще раз внимательно. Непонятно. А, блин, походу там протиснуться нужно. Не обратил внимания. Я могу давно сюда уже пойти. Так, давай привстанем. Опять ничего. Блин, ну что? Реально, вот эти моменты напоминают амнезию бункер. Удивительно хорошо получается, ни разу не попались еще.
Либо не залазить. Я не представляю, как с ними воевать, ну... Я на обычных трачу минимум 2 выстрела с ружья. У меня тут осталось... Сколько? Всего 3, блин. Надо бежать. Ладно, давай. Что? Ух ты, блин, она за мной, да? Давай, давай, как открыть? Да ладно. А что делать? А что я тоже мог там сделать? Что? Взрыв в замедлении? Взрыв в замедлении. Там солдат. Похоже на прилет. Я не могу двигаться. А, камера не двигается, а ползти могу. Вернее, не в замедлении, а как будто время остановилось, видишь? Камера пока двигать не могу. Вот, теперь могу. Время остановилось. Так, тихо, тихо, тихо. Прогружается, прогружается. John? Джон? John. Джон? Oh, John. Ой, Джон. What's the matter? Что такое? I can't do this. Я не могу. What's the matter? Что такое, I can't Эмили? take you dying Я не могу again. снова пережить твою смерть. I'm still Мне до сих hurting. пор больно. What's the matter? Что такое, Эмили? Your death was just Твоя so смерть была так Shameful. постыдно. unfair. Несправедливо. The New Orleans City Council decided to open yet another emergency hospital in the old Derceto plantation. Ох уж эти войны. Where is this? Where am I? Где я? Что это за место? Так, узнать, где мы находимся. Текущая цель. Почему так отблескивает вода странно? Так. Что-то мне подсказывает, что дверь будет заперта. Ага. Требуется ключик. У нас его нет. Понятно. Давай осматриваться. Мы где-то под землей. То ли бункер, то ли подвал здания какого-то. Пока не ясно. О, патрон. Хорош, спасибо. Боже. Твою. Только не надо. Пожалуйста, ну только не сейчас. Фонарик. Твою. Очень, блин, классная лампочка. Отличная на стене. Здесь хранят тела, судя по всему. Ой, блин. Тихо, тихо, тихо. Прогрузочка, прогрузочка. Так, но лезть сюда не самая лучшая идея. Все мокрое, сырое. Так, двигать переключатели, щелкнуть переключателем. Давай правый попробуем щелкнуть. Ага, головоломочка. Нам, наверное, нужно, чтобы все были зелененькие сверху. Ладно. Угу. Ну
да, ну да. Ах ты, зараза. Блин. Так. Ну сейчас методом тыка на это наделаем. Оба. Сюда. That's На. better. Так, мы навели немножечко свету. Светку сделали. Здесь ключик. Так же самое ключик. Что здесь? Документик какой-то. Смотри. Планы по захоронению Дерсета. Часть Б. Ключевой предмет. Так. Комплект технических чертежей с подробным описанием того, как будут запечатаны части Дерсету. Подожди, мы в подвале Дерсету сейчас? Это комплект технических чертежей с подробным описанием того, как будут запечатаны части Дерсета. Мы сейчас, возможно, в запечатанной части подвала. Возможно. Слушай, я вот, когда за этого мужика играл, там, по-моему, такого не было. Так, я вижу карту, кстати. Планы по захоронению Дерсета. Так. Документы выложила какие-то. Что? А, нам нужно еще выложить, да? Остальные части плана. И у нас получится полный комплект. Вот, здесь наш инвентарь, у нас он пустой. Понимаешь, о чем я говорю? Не хватает еще как минимум 2 кусочка. Или, скорее, 4 кусочка еще не хватает. Ладно. Патрончики. Хорош. Коробка печенья. Интересно. Ой. Так, закрытие приюта. Закрытие приюта. 17 июня 1919 года. С прискорбием сообщаю, что приют Дерсета опасен для жизни людей и не подлежит спасению. В течение последних 2 лет мы вылечили сотни пациентов, страдавших от так называемого испанского гриппа. К сожалению, наши показатели смертности непростительны. В то время как сам грипп часто поддавался успешному излечению, многие пациенты умерли от грибковых инфекций и внезапных приступов яростного безумия. Чтобы демонтировать приют безопасным образом, инженеры-строители обследуют части дома, зараженные необычной гнилью, обнаруженной Жаном Батистом Табуа. Считается, что гниль является главным виновником распространения смертельной грибковой инфекции, а также причиной неизлечимого безумия. Самые пораженные комнаты будут запечатаны навсегда, чтобы создать пояс безопасности. Поскольку мертвые усугубляют распространение грибковой инфекции, все тела, которые не получится кремировать до завтрашнего дня, будут навсегда погребены в запечатанном секторе Дерсету. Приют всегда считался временным госпиталем, и поскольку эпидемия гриппа идет на спад, логично будет полностью закрыть учреждение. Многие отважные добровольцы за очень скромную плату почти 2 года помогали лечить нуждающихся, и мы у них навсегда в долгу. Все выжившие пациенты будут в самое ближайшее время переведены в другие медицинские учреждения Нового Орлеана. В конце лета мы сможем покинуть Дерсету и отправиться на отдых. Доктор Айзек Герберт. Вот такая вот урма, ребята. О, вот еще кусочки. Так, планы по захоронению. Часть А. Ключевой предмет. Комплект технических чертежей с подробным описанием того, как будет запечатана часть Дерсета. Давайте мы их разместим сразу. Так, ага, все, собрали. Теперь нужно нам, судя по всему,
выставить. В правильном порядке. Ну давай оставим здесь. Так, а крутить можем? Да. Крутить можем. Так, подожди, там же еще они подписаны, обратите внимание. Репозитории, лаборатории. Они подписаны, видишь, вот на каждой бумажке слева вверху. Соответственно, мы сразу можем понимать, как крутить. Я не вижу. Так, там морг. Пытаюсь понять архив. Я убираю бумажки для того, чтобы было видно, что там под ней. Подожди. Здесь что? Здесь карантин. Surgery. Не понял. Лаборатория. Но возможно... Возможно, оно уже выглядит не так, как... Вот эту папку вообще непонятно куда. Ну там нет слева вверху ничего практически. Ну там... Просто... Возможно... Эти чертежи не должны соответствовать. То есть не обязательно, они должны соответствовать прям... Так, тут морг. Это здесь. Карантин. А где у нас был карантин? Лаборатория. Карантин, вот. Ага, это правильно. Архив. Где был архив? Архив, хорошо. Это что? Морг. Сюда. Наверное, вот так. Да, вот так должно это быть. Лаборатория. Так, репозиторий, лаборатории. Ага. Это у нас... Что там написано? Прокрутить надо. Foyer. Здесь, да? И архив. Так. Лаборатория, морг. Репозиторий. Архив. Эта папка вообще меня смущает максимально. Лаборатория. Так я же так вылаживал. Разве нет? Это что? То есть текстурами, ребятки. Игра на ультра настройка графики. Ну ладно, там, видимо, список, возможно, людей, которые остались захороненные, запечатанные. И не удивлюсь, если она сейчас обнаружит своего парня, мужа. Кто он там ей был? Судя по всему, да, она увидела знакомое имя. Маркус. 2:17. 2:17. Джон, я не знала, что ты окажешься здесь. Не хотела знать. Я перестала приходить к тебе, потому что не могла вынести позора этой ужасной болезни. Я стыдилась тебя. Стыдилась самой себя. Прости.
Please, John. Прошу, Джон, отпусти меня. Let me go. Ну, чувак слева стоит. Смотри. Из чего? Are we done here? Мы закончили? Is this what Этого достаточно? Он ей это показывал. А зачем, я вот не понял. Так, ключ. Истина. Выберитесь. Так, у нас там 2 двери были, я помню. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. В 2 местах они были. Да, мы в подвале Дерсета. Что здесь? А можно карту посмотреть? Да. Реально, мы в подвале. Лазарет, видишь, вот слева. Сам с левой стороны. В общем, да. Что это? Так, рентгенограмма номер 1, ключевой предмет. Частичный снимок мозга, омраченного тревожной тьмой. Понято. Видимо, их будет несколько. Обычно дверь закрывается. Создает, да? Эффекты. Эффект тревожности. Как будто бы... Ёбан рот. Нет, умоляю, отпустите меня. Он знает. Я не могу говорить. Он услышит нас. Нет, умоляю, отпустите. Блин, я сейчас реально испугался, не ожидал. Так, блин, мрачно. Так еще и это. Так, заметки о рентгенографии. Давайте посмотрим, что здесь. Пациент Джереми Харт. Вот, кстати. Ее брат... Ой, не брат, а дядя. 14 июня 1930 год. Снимки. Череп Джереми оказалось трудно запечатлеть надлежащим образом. Самым действенным стали частичные рентгенограммы. Полное изображение мозга можно собрать, соединив 3 снимка. Наблюдение. Даже сегодня смотришь на собственную версию, значительную часть. Даже когда смотришь на собранную версию, значительную часть мозга Джереми, закрывает какая-то тень. Возможно, это опухоль, но, скорее всего, подводит оборудование. Джереми остро отреагировал на снимки и утверждал, что его воспоминания съедает и вытесняет гигантский глиняный червь. Заметки. Хоть эта процедура не приблизила меня к ответу ни на шаг, я уверен, что лоботомия по Буркхарду отсечет все необходимые части. О боже. Последнее средство. Гипотетическая психохирургия, основанная на идеях Буркхарда и исследованиях в Санкт-Петербурге, может спасти жизнь Джереми. Разрыв связи вокруг лобной доли решит большинство психических проблем. Процедура будет жестока как в исполнении, так и в эффективности. Нож для колки льда, проткнутый через край глаза в череп, рассечет нервы так же, как Александр рассек Гордеев узел. Поскольку после этого состояния Джереми станет совершенно другим, этот вариант нужно рассматривать самым последним. Медицинский инструмент, который понадобится для так называемой лоботомии, куда-то пропал. Нужно попросить Уэйтса заказать новый. Ужас. Варварский метод были. Что за чудо-аппарат? Какая-то... А, тут рентген делается, да? Походу.
Так. Опять загадочка. Ага. Нам нужны фьюзы, судя по всему. Либо какой-то переключатель. Скорее всего, 2 фьюза. Да, вот слева внизу, видишь? Ну, эти пробочки. А вот одна из них. Предохранитель. Фьюзы. Да. Вот, еще один нужен. Хорошо, понятно. Что здесь? Ключик. Ключ от операционной. Отлично. И еще кусочек пазла. Но нам по-любому потребуется свет, для того, чтобы тут все засветилось и можно было приложить. Потому что сейчас даже действия никакого нет. Нужно навести свет. Нужно навести суету. Это запись играет. Такой старый магнитофон. О, пробка. Отлично. What's this? Отлично, теперь давайте... Ага, еще одна головоломочка. Что ты будешь делать, а? Ах ты, зараза такая. Не, эту комбинацию я уже делал. Подожди. Твою мать. Да, сюда, блин. Так, аварийный свет есть. Это не аварийный, это свет специально для работы с фото. Так, раз, два. Будем теперь их сейчас перекидывать на специальный стенд. Так, это верхняя часть, очевидно. Вот так. Допустим. А, это перевернутая, погоди. Перевернутый кусок. Там текст, я вот по этому кусочку понял, что... Как его ниже разместить? Так, как нам сказали, всего 3 части. Всего 3 части. Соответственно... Да хрен его знает. Так, может? Да нет, вряд ли. Подожди. Так, давай еще проверим этот кусочек. Арбуз недоделанный. Ай. По идее, нам должно хватить 2 кусочков.
Может быть, оно не должно быть идеально прям сходиться. Как ты считаешь? Или нет, этот прям вообще не канает кусок. Да, блин. Как тебя собрать? Блин. 3 положения. Раз, два, три. И крутить можно. Все. Да нет. Что-то вообще не то. Не то вообще. Но этот кусок здесь уже и стоял. Он здесь уже и был. Так, давай еще раз вот этот. Доберись. О, кстати. Да. Слушай. Не, это нет. Подожди, вот этот. Нет. А ну-ка. По диджею Лука. Не. Да что ж такое? Фигня какая-то получается, ребяточки. Ну, нижний кусок 100% внизу. Тут. Как ни крути, он должен быть там. Что если мы сейчас вот это попробуем еще раз миксануть? Да не. Слушай, а что если... Я же отталкиваюсь от этого кусочка. Что если он не должен быть... Не, вряд ли. Вряд ли он вверх ногами должен быть. Вряд ли. Не, он должен быть снизу, потому что там текст. По-любому вот так. Слушай, это прям сложнее, чем казалось на первый взгляд. Ну, на первый взгляд реально вот... Что здесь может быть сложного? Вот это вот прям классно сходится. Вот прям отлично. Прям отлично сходится. Ну прям супер. Как по мне. Тут 2 лишних, они просто, блин, сбивают с толку. 2 лишних куска. Знаешь?
Я уже с ума схожу. Неужели, блин? Сколько я потратил на это? Минут 5. Тьма Джереми. Отколотый кусок обожженной глины. Судя по размеру, это часть статуи. И что нам это дало? Ну, собрали мы этот, блин, череп его. Как он называется? Рентген. И что дальше? Так, здесь мы еще не были. Ага. Что там за помещение? Старые архивы. Так, и мы сейчас на лестницу выйдем, если, конечно, дверь открыта. Отлично. Помнишь эту винтовую? Вон эта винтовая лестница. Юп. Твою мать. Это вода. Какого... Под водой. Опять кошмары. Мать, быстрее. Мать, быстрее. На ускоренных. Несло? Зачем? Зачем? А, понял. Все, давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Проходи, проходи, все, проходи. Быстрее. Давай, 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 давай. Твою мать. Ух ты, твою мать. Чердак. Ну, раньше я не успел, а тут как следует осмотреться. Теперь у нас есть такая возможность. Кстати. Слушай, а мы... Ага. Мы здесь не спустимся. Мы здесь, блин, разобьемся. Доска... Нет, я лучше весло оставлю, пожалуй. Поинтересней будет. Что загружаем? Монстриков загружаете. JH. Так, собираем пазл. Это самый низ. Это вот здесь, наверное. Это... Хотите? Крутить можно? Нет. Так, опять цифры какие-то подбирать надо. Опять какие-то цифры. А, 6 вот начерканы, выпалены. 6, 4, 1. Так, подожди, давайте мы осмотримся сначала. Супер, аптечка. Аптечка, аптечка, аптечка. Сейчас мы осмотримся. Вдруг заставка пойдет, и мы опять в другом месте окажемся. Что? Опа. Кусочек мозаики. Мне эта петля смущает. Не нравится она мне. Так, ладно, давай собирать дальше циферки. У нас есть 3 цифры. 6, 4, 1. Давайте попробуем. 6, 4. Не в ту сторону кручу. 1. О, с первого раза. Супер. Так, окошко на чердаке. Понято. Диванчики этажом ниже. Со столиком.
и петля. Что бы это значило? Что бы это могло означать? Ну, кстати, смотри, локация уже сменилась. Ну ладно, пошли вниз. Мы опять в новом... Feels familiar somehow. Знакомое место. Эй, кто-нибудь есть? Джереми? Where are you? Где ты? И я застрял в грязи, и Бай ее забирает. Jeremy? Джереми, ты меня слышишь? Jeremy? Мотор заглох. Я не могу ничего сделать. Hang on, Jeremy. Держи, Джереми, я заведу лодку, я тебя вытащу. Мы на лодке, судя по всему. Так. Мы сели на мель. Так, давай осмотримся здесь. Монстров загружает меня 100%. О, твою мать. Ты еще что? Блин, у меня один выстрел остался. Ага. Так, а ты ж прыгать не умеешь, да? Ну да, к сожалению. Очень странно, конечно, что она прыгать не умеет. Но даже прыгать не нужно, просто шагнуть. О, патроны. Спасибо. Для дробовика. Блин, такой прикольный. Boat is run aground. Катер сел на мель. Into the bayou. Налетел на берег или что-то вроде If I того. get the motor running, Если я сумею запустить двигатель, то смогу сдать назад. Возможно. Это лишь в теории. Так, наверх. Чуть позже пойдем. Давайте осмотримся сначала на текущем этаже. Там еще вниз можно пойти. Тут заперто. Locked. И тут, естественно, не пройти. Вот невозможно просто здесь пройти. Вот никак. Ладно. Давай вниз. Внимательно осматривай, чтобы ничего не пропустить. Слушай, да мы так не то чтобы на мель. Тут вписались хорошо в берег и уже вросли давно в него. Причем очень давно. Мы уже часть берега. Никакой мотор, блин, не вытащит. Вот носом, видишь, он прям хорошо зашел. И врос уже. Женская логика, блин. Заведу мотор и поедем. Ага, конечно. Jeremy, Джереми, where are you? где ты? Что это? Компас? Сломанный компас. Дома пригодится. Это как в Алиене. По-моему, их нужно ломать. Нет?
Не хочу патроны тратить на них. Не факт, что их нужно разрушать. Слушай, ну ты реально не можешь перелезть? Здесь же пройти нефиг делать. Вообще. Ладно. Здесь? Не? А тут смотри, он вот вышел и пошел. Так. Пошли наверх. Так, налево, направо, направо. Так, загрузка, сохранение. Коктейли. Молотова. Не просто так здесь стоят. Ну да. Основательно сели. Слушай, корабль такой прикольный. Напоминает убийство на Ниле или первую мафию. Так, бутылочка здесь. Если что, бежим сюда. О, большой корабль. Здесь спасательные шлюпки висели. Блин, сейчас такая погода на улице кайфовая. Дождик идет. Такой воздух кайфовый. Опять загрузка. Еще одна бутылка. Кстати, одна спасательная шлюпка осталась, смотри. Эта лебедка работает от электричества. Нам нужно найти способ включить электричество. Но сперва, очевидно, нужно запустить дизельный двигатель, который будет прокручивать генератор, а генератор уже дальше будет вырабатывать электрику. Она этого не понимает, но я тебе говорю. Так. Я что-то слышал. Ага. Не буду я патроны тратить. Сиди сюда. Иди сюда, дружочек. Да-да-да-да-да-да-да. Как ты? Давай. Иди сюда. Сюда. Ах ты, зараза, серьезно? Я, блин, рассчитывал, что она загорится. Почему раньше они загорались? То есть я и бутылку потратил, и 2 выстрела еще потратил. Не очень экономно. Мог просто на месте пострелить уже и все. Непонятно. Так, проберитесь в машинный отсек для под палубой. И прикольные педальки какие-то здесь, смотри. В первый раз я в него стрелял с одного выстрела. По-моему, одного выстрела хватило. А сейчас 2 потратил. Потому что я еще бутылку в него бросил. Не понял я, как это работает. Хорошо. Тут винты находятся, кстати. Огромные такие винтяры. О, сюда.
Будто потемнело немножко. Тебе не кажется? Тут заперто. Открывается со стороны. Вот еще одна бутылка. Удивительно, что здесь никого нет. Кстати, смотри, сколько топоров. О. Оно как-то подсвечиваться не сразу. Думаю, что лучше, топор или кувалда? Давай кувалду возьмем. Так, погоди, мы вроде все проверили, все обследовали. Где-то что-то я упускаю. Слушай, а может... Не? Выглядит как место входа. Ее можно разломать, она говорит. Попробовать. Ага. Да, здесь когда-то были винты. Потом их убрали. И построили какую-то... Да куда ты лезешь, мать твою? Она прям четко знает, куда идет. Так, мы в машинном отделении. Что здесь? Пустая канистра. Допустим. Здесь что? Вентиль. Ага, сюда, видимо, топливо залить. А где мы его возьмем? Так просто. Говорит, просто не хватает топлива. А откуда ты знаешь, что там нет топлива прямо сейчас? Кирпич. Отлично. У нас есть бенз. Мне кажется, этот дизель жрет настолько много, ну там же объем большой, что чисто вот эта канистра, это чисто один цилиндр, а там этих цилиндров может быть и 12, и 24. Это не двигатель, походу. Это чисто генератор. Ну, отдельный небольшой дизельный двигатель под генератор. Это не тот двигатель, который толкает сам корабль. Двигатель, который будет толкать корабль, он намного больше. Так, погоди, нам так же самое обратно? Тем же путем? Как и пришли? Где мы там вылезли? Здесь?
Теми же путями, да? Тихо, 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 загружаешь, мне там монстров хватит. Мелодия забавная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Плохо дело. Блядь. Охренеть, блин. Ёбать мой рот. Твою мать. Слушай, слишком много патронов на вас идет, ребята. Угу. Да ладно, блин. Ты на приколе. Ага. Сюда иди. Куда ты? Давай. Дай. Твою мать. Один выстрел. Томми Ган остается. Вся надежда на него. Все надежды на тебя. На тебе фиговая одежда. Отлично, на Томми Ган у нас появилось немножко патрончик. Хорошо. Слушай, а им вообще плевать, куда я бью. Пистолетные. Так, погоди, дружочек, я тебя попробую поджечь. Твою мать. Малую немного испачкал. Да, видишь, я же говорю, вот отдельный двигатель. Помощнее. Лопата. Сейчас мы немножко лутанемся. Будем нажимать на кнопки. Супер. Что еще здесь есть? Труба, коробка. Дробовик, хорошо. Здесь ничего. Котел уже кто-то запалил. Значит, договорились. Хватит тратить время на ложь и метафоры. Никаких больше пароходов и уличных волшебников, мистер Хартли.
Нужно двигаться дальше. Я попытаюсь. Вы готовы рассказать мне, что случилось на чердаке? Что происходит? Я завязал петлю вокруг шеи, а потом задушил всю... Дядя. No. I was supposed to die. What does that mean? That you were supposed to die. I'm the catalyst. Я катализатор. Я должен был умереть ради сюжета. Какого сюжета? О чем вы говорите, Джереми? 30 лет назад Фредерику нужна была моя смерть. Ваши слова не имеют смысла, Джереми. Возьмите себя в руки. Соберитесь. Дядя, я всех обманул, отказался играть свою роль, избежал предначертанной мне судьбы. Повторяю, соберитесь. Теперь все не так. Все не на своем месте. Но Джереми, он ведь был здесь. Мисс Хартвуд, я начинаю подозревать, что семейное проклятие добралось и до вас. Вы когда-нибудь говорили с доктором о своем недуге? Нет. Мне просто показалось, я думала, что видела его. Все в порядке, я пойду. Мисс, хочу, чтобы вы знали, я помогу, если будет нужно. Я все вспоминаю, в начале игры он ей коктейль сделал. Может, ее поплавило? Так. Все может быть. Посетить доктора Грея в его апартаментах. Так, призрачный голос, похожий на Джереми, позвал на помощь. Эмили не могла понять, откуда он доносился. Казалось, он был частью самого места. Она смогла разобрать лишь, что Джереми застрял и просит ее завести двигатель. Так, вломитесь в офис доктора Грея, выясните, что им известно. Откройте сейф. Далее. Умерьте маниакальное поведение. Посетите доктора Грея в его апартаментах. Воу, это что? Это сейчас было? Это что за фильтр? А где его апартаменты? Секунду. Так. Очевидно, что этажом выше. Так. Апартамент доктора Грея. Вот. Все, понял. Давай попробуем. Тихо, загружаешь. Спокойно. Так, если я не ошибаюсь, теперь сюда. Ой-ой. Не нравится мне это. И за поворотом справа. Ну, судя по тому, что дверь открылась, мы идем правильно. Вот его апартаменты. Мисс Хартвуд, закройте дверь, будьте любезны. Мне не хотелось бы столкнуться с доктором Греем. Да чего же странно? Все так странно. Помогите детективу Карнби найти зацепки. Ой, какая камера необычная. В стиле резика старого. Фальшивая книга. Книга с полостью внутри. И как ее открыть? Непонятно. Вы в порядке? Это место, оно словно из моего детства. Это лишь частный кабинет весьма своеобразный человек. Тут не хватает книги.
Давайте эту фальшивую книгу поставим, посмотрим. Опа. A secret door. Тайная дверь? Looks like it. Похоже на то. Осторожнее, давайте я первый зайду. Ну давай. Я, правда, здесь еще не осмотрелся до конца. Прошу позволения. Давайте пройдемся. В моменте это чисто. Прикинь, если бы игра всегда была в таком формате. Ну, на геймпаде было бы удобнее. Вот так-то, отлично справились, Эмили. Главная встреча, стенограмма. Good to finally meet you. Так, первая встреча с Джереми Хартвудом, стенограмма. В доме его брата Филиппа, Гарден Дистрикт, Новый Орлеан. Доктор Грей. Рад наконец-то познакомиться с вами, мистер Хартвуд. Я здесь от имени вашего брата Филиппа. Вы ожидали меня, верно? Джереми отвечает. Да, вы из Дерсета. Доктор Грей. Да, просто хотел задать пару вопросов, чтобы понять, могу ли я как-то помочь вам и вашей семье. Джереми. Хорошо. Доктор Грей. Насколько я понимаю, у вас богатое воображение. Вы много всего выдумываете. Джереми. Пожалуй. Доктор. И вы помешаны на этом. Смешиваете реальность с вымыслом. Джереми. Иногда. Доктор Грей. Хотите рассказать мне о темном человеке? Джереми. Нет, не хочу. Доктор. Все хорошо. Может, хотите рассказать о чем-нибудь другом? О чем-то вымышленном, но все равно дорогом вам? Джереми. О Хуане? Доктор. О Ханне? Кто такая Ханна? Джереми. Нет, Хуан, Луис, Хорхе. Секунду. Джереми протягивает книгу. Вот, взгляните. Доктор Грей. Он писатель. Джереми. Превосходная книга. Переломная даже. Настоящего Хуана уже давно нет, но мне нравится думать о нем как о друге, моем самом дорогом друге. Доктор. Понятно. И что, часто вы так делаете? Фантазируете о людях, о которых читали? Джереми. Нет, но есть еще Джейкоб. Доктор. Что за Джейкоб? Джереми. Откройте последнюю страницу, доктор. Доктор Грей. Статья из газеты «Узник льда». Джейкоб Ван Астатте. Он тоже ваш дорогой друг? Джереми. О нет, доктор, совсем нет. Он клин, которым вышибает другой клин. Доктор. Думаю, очевидно, что ваше перевозбужденное воображение — это манию нужно умереть, чтобы вы могли жить нормальной жизнью. Я знаю, что ваша семья называет это проклятием Хартвудов, но хочу, чтобы вы знали, в этом нет ничего сверхъестественного. Все у вас в голове. Я специалист по таким вопросам. Со временем вы излечитесь. Джереми. Со временем, доктор. Да, со временем мы изгоним всех ваших демонов, каждого темного человека. Джереми вскрикнул. Доктор. Прошу, мистер Хартвуд, успокойтесь. На крик Джереми прибежала его племянница. Эмили спрашивает, что произошло? Доктор. О, не забивайте свою головушку этим, мисс Хартвуд. У нас с вашим дядей только что случился первый прорыв. Так. Это как-то связано с числами на талисмане. Да, похоже на талисман. Запертый шкаф. Бумажки еще. Змеиный кинжал. Так, змеиный кинжал, монография. Яля Клайна. Люмина. 1921 год. В книге Людвига Прина о язычных ритуалах, получившие в переводе Николаса Ваши название «Тайна могилы», есть несколько упоминаний о жертвенном клине, змеином кинжале. Долгое время это считалось плохим переводом оригинального текста. Что уместнее было бы называть его кинжалом червя, вслед за латинским vermis cultrum. После недавнего достигнутого консенсуса о том, что оригинальное название книги Prina de vermis mystelis следует переводить как «тайна червя». Такое предположение более чем естественно. Однако это слово свело бы на нет огромные усилия ваши по переводу глубинного смысла слов, раскрывающего ряд культурных верований, несмотря на то, что Прин использовал слово червь как символ или
синекдоху для смерти и мертвых, что очевидно из содержания книги. В случае с кинжалом нам не следует слишком торопиться править перевод. При прочтении переписки Ваше с его покровителем становится ясно, что Ваше имел в своем распоряжении не только текст на латыни. Он отыскал живых родственников Принна и обнаружил несколько исторических текстов с прекрасными ссылками, а также настоящий змеиный кинжал. Кинжал был датирован ранним периодом древнеегипетского Среднего Царства и обладал настолько четкой волнообразной формой, что Ваше придумал назвать его как синусоидальным кинжалом. Учитывая все детали, выбор змеи вместо червя в качестве перевода кажется разумным. Есть несколько причин, по которым выбор этого слова помогает нам лучше понять язычников, описанных Принном в своей книге. Символическое значение формы кинжала становится более очевидным, когда читаешь о его использовании. В отрывке об одержимости и экзорцизме говорится: змеиный кинжал отравляет отравителя внутри жертвы, умиротворяя его. И хотя буквальный текст говорит нам, что кинжал червя побеждает демона, которым одержима жертва, в нем не приведено никаких доводов в пользу этого. Написано лишь, что кинжал каким-то образом побеждает демона, будто ему выпала более удачная рука в покере. Перевод Ваше позволяет проследить логику, лежащую в основе совершаемой ритуальной магии. Отравить от отравителя звучит как вышибать клин клином, бить противника его же оружием. Чтобы навредить демону, которым одержима жертва, жрецы должны были дать отпор силой, известной злу, против которого не боролись. Поэтому змеиный кинжал не только хороший способ описать форму, но еще и хорошая подсказка о том, почему его считали полезным инструментом для экзорцизма. Наконец, он помогает нам понять отношение древних к безумию, понять, что оно считалось чем-то отравляющим ум, а не контролирующим его. Стоит также отметить, всегда считается, что у одержимых отравлен разум, а не сердце. Змеиный кинжал пронзает глаз одержимого, из-за чего тот становится полуслепым, если, конечно, ему удается выжить. Нашли что-нибудь? О, доктор Грей по уши увяз в том, он такой уже безумец, как и его... Да, что молит про земли этого больного мира и начинает все снова. Черная коза из лесов с тысячи детей, полное безумие. Угу. Так, у нас есть символ какой-то непонятный, есть запертый шкаф, у нас к нему ничего нет. Что же делать? О, тут еще комнатка. И что? Мебельный ключ. Прикол. Не верю, что я этого не заметил раньше. Да, действительно. Так, тихо, тихо. Так. Телефон. Не самая лучшая идея отвечать на телефон в чужом кабинете. Hello? Эй, Who's there? кто там? Jeremy? Джереми? Джереми у темного человека. Вам его не спасти. Jeremy is with Джереми у темного человека? Но где? What is the dark? Джереми... Он придет за вами. Проклятие Хартвудов. Исследуйте сломанные часы. Угу. Так. Нам нужны цифры.
подсказки. Что насчет шкафа? Так, ну давай попробуем использовать эту комбинацию. То, что на полу у нас изображено. Так. Есть ли у нас какой-то такой рисунок, похожий? Нет, все, что было, мы уже использовали. Ну, давай попробуем. Я прям запомнил плюс-минус. Плюс-минус запомнил. Попробуем сейчас. Если здесь такие символы есть. Нет, тут символов вообще никаких нет. А какие же цифры использовать? Я бы думал, может просто выставить рисунком таким образом, чтобы рисунок сошелся. Нет, вряд ли. Ничего не выходит. Да ладно. Получилось. Ну что, пошли проверим. Вы ведь слышали? Не, телефон не работает, я уже пытался. Я так и думала. Телефон-то не рабочий. Забавно. Мистер Карнби. Вы видели? Это шкаф. Да, детектив. Увидимся позже. Сначала закончу здесь. Вы что, лезете в шкаф? Знаю, как это выглядит со стороны, но я не могу сейчас вам объяснить. Ладно, давайте. Делайте то, что нужно. Прощайте, детектив. Чувак не видит, что там что-то есть. Он видит просто обычный шкаф, в который лезет она. Он думает, что она уже поехала, в общем. Так, новая локация у нас какая-то. Похоже на корабль. Первое впечатление. Это как в «Сокровище нации». В самом начале они искали корабль подо льдами старый древний. То ли Шарлотта. Не помню название этого корабля. Грузовое судно, в котором могло быть золото. Да, это судно. Прикольно. Так, это топор, да? Нож для колки льда. Ну, пусть будет. У нас, получается, была вот такая кирка. Давайте заменим таким вот ножичком. Так, еще один ствол у нас. Сигнальный пистолет, кстати. Однозарядный. Удерживать единичку, чтобы переключиться между пистолетом и сигнальным.
просто задержать несколько секунд. И это к нему ракетницы. Заполнено, серьезно. Всего 7 выстрелов у нас, и это максимум. Слушай, я хочу попробовать стрельнуть, все равно есть запасы. Давайте посмотрим. Сейчас я фонарик выключу, чтобы было прям хорошо, максимально видно. Ой, прикольно. Смотри как. Класс. Офигенно. Да, не забываем. Нужно перезаряжать. У нас однозарядный. Так, здесь что у нас? Идем дальше. Экспедиция в Гренландию. Так. Мы нашли древний стелларий, обращенный фасадом к Северному Ледовитому океану на скале после дня плавания к северу от лагеря эскимосов. Джейкоб Ван Астад был самым увлеченным участником нашей экспедиции. Он искал источник особого вида кристаллизованного металла, который можно обнаружить в нескольких священных предметах туземцев на северо-восточном побережье Гренландии. Это место стало бы невероятной находкой для любого исследователя, и мы бы Это место стало бы невероятной находкой для любого исследователя, и мы были увлечены нашим поиском просветления и смысла. Уцелевшая архитектура оказалась почти неземной и, на удивление, изощренной. Металл, который искал Джейкоб, был в изобилии почти повсюду. Нас настолько заняло это открытие, что мы удивились, увидев закат. Мы быстро собрали снаряжение, чтобы вернуться к лагерю, когда Джейкоб Ван Астад заявил, что хочет остаться и не желал слушать наши возражения. Мы умоляли его передумать. Ночью с каждым часом становилось бы холоднее, и мы беспокоились за свою безопасность. Джейкоб отказался, выражая насилие, если мы не оставим его в покое. Сегодня все усиливалось... Господи, что ты мелешь, Ерец? Снегопад все усиливался, и мы бросили его там одного. На следующий день погода ухудшилась, и нам пришлось часами укреплять укрытие, ибо палатки становились все бесполезнее с каждым часом. Группа попрощалась с Джейкобом, считая его погибшим. Я почувствовал, что должен хотя бы попытаться спасти его, поэтому с горской сигнальных ракет отправился во тьму в сторону побережья и стеллариума. Там я увидел его, пронзенного палящим небом, будто небесной лампой. Джейкоб потерял равновесие и издал болезненный вопль, поразивший меня своим страхом и жалостью. Он рыдал в агонии, ибо холод опустошил его плоть. Я позвал его, и он повернулся ко мне. От пустого взгляда Джейкоба я застыл на месте, словно пронзенная иглой бабочка, и он молвил: «Уходите, Герштерн, уходите и никогда не возвращайтесь». Так я и поступил. Да. Давай, последний разочек. Бабахнем. Так. Может, патрончики все равно есть. Можем еще бахнуть. И еще, слушай. Нормально, их там прям в изобилии, да, я так смотрю. Очень жалко, что они так быстро затухают. О, смотри, они остаются. Вот это прикольно. О, класс. Да, видимость, конечно, кажется, что-то вижу.
Да, я знаю, можно использовать эти ракетницы, но без острой необходимости не вижу смысла это делать. Вот, например, видишь, патрон нашел, можно бахнуть. Так, я вижу скалу. Кстати. Какая-то скала. Огромная. Ой-ой, прогрузочка только что была. И сохранение. Так. Сигнальные ракеты еще есть. Блин, ну они прям вот слишком быстро затухают. Где-то что-то я пропустил, видимо. Потому что... Так, назад. А, сюда, походу. Смотри, наверх. Северное сияние. Кстати. Обалдеть. Очень красиво. Что там за движения такие? Блин, а меня хоть нормально слышно на фоне этого урагана? Так, еще одна кирка. Так, проверяем на всякий случай все наши патрончики. Ракетницу я пока что переключу в пистолет. Давайте в первую очередь будем, если что, юзать пистолет, потому что мне его меньше всего жалко. Вот это стоит. Пистолетная пуля. Так, хорошо. И кто такой, мать твою? Пенубру напоминает. Чувак в капюшоне. Кто вы такое? Что вам нужно от меня? Эмили, не стоило тебе сюда приходить. Может, лучше поговорим просто? Слишком поздно. Ой-ой-ой, чувак. Свали. Ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Ч-ч-ч-ч-ч. Почему ты так, блин, слабо бегаешь? Да ладно. Давай, давай, беги, блин. Где ты? Пойдем. Ух ты, блин, напугал меня, дурачок. Мать, перезаряжайся. А где он? Он куда-то исчезает, периодически появляется потом. Ну что, хватит с себя? Так, эта шняга остановилась. Потратил, блин, все патроны с дробовика. О. Отлично. Выстройте звезды. Жертвенный кинжал. Весьма. Опа. Если темный человек и разгуливает у вас в душе, Джереми, то давайте хотя бы... Блин, что там? Не хватает на субтитрах окантовочки, фона, выделения вот этого
Она сливалась только что, непонятно было. Так, эта штука крутится. Мы можем выбирать диск, который мы хотим крутить. Так, подожди, давай начнем, может быть, с маленького самого. Я хрен знает. А, все, увидел, там есть. Смотри. А, серьезно? Подожди, ты уверен? Не так. Вот так должно быть, пойти, не? Ладно, давай начнем с самого большого. Может, возможно, так логичнее. Может и нет. Ну, линии должны сойтись, я понимаю прекрасно. Во. Да. Так, теперь эти линии. Я не в ту сторону, походу, пошел. Или в ту, подожди, наверное, в ту. Вот, смотри, вот сейчас. Да. Есть. Что еще? Теперь все целиком, да? Все полностью. Так, ну, походу, что-то получилось. Что-то получилось, судя по всему. Опять ты, чувак, встаешь. Я же сказал тебе, не вставай. Блин, опять с ним сражаться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, больно. Хорошо махаешь. Добить, давай. Да? Как, шо? Жертвенным ножом. Так, а тебя сколько вообще надо? Ой, нормально махаешь, мужик. Башню хочешь схлопотать? Ой, блин, длинный клеш у тебя, дружочек. Ай-яй-яй-яй. Выпей. Тебе это сейчас не помешает. Черт, я ж у меня патронов нет. Больно. Мать, пей все, что есть. Давай, кали его, блин, достал. Да сколько ты будешь еще? Дисковый магазин. Ладно, пошла вода горячая. Ага. Давай, уворачивайся. Гаси его. Достал, блин.
сюда, блин. Да. Вылетели мы из кошмара вместе с Джереми. Как после этого тебя считать адекватной, подруга? Никто же не поверит твоим басням. Не понимаю, почему ты здесь? Я все сделала, чтобы разорвать пакт. Что мне еще сделать? Подожди, это сработало, поэтому ты пришел за мной? Теперь ты у меня в голове. Что ж, надеюсь, тебе там понравится. В моей дурной голове. Эмили, стой! Не волнуйтесь, мы с вами. Мы вас вылечим. Его же вылечили. И вас вылечим. Глава 5. Ой, хорошо. В дурмане. Вы там одна? Ей что, лоботомию сделали? Мисс Хартвуд очнулась. Слышал, вы чуть не раскололи фойе собственными внутренностями. Рад, что вы остались целы. Не уходите, ладно? Ночка обещает быть весьма впечатляющей. Рад, что вы оклемались, мисс. Во всем этом хаосе Лотти вколола вам здоровую такую дозу снотворного. Не знал, очнетесь вы вообще или нет после этого. Что произошло? У вас случился нервный срыв. Вы пытались застрелиться. Простите за грубое обращение, но мы просто хотели помочь. А еще вы Джереми в глаз пырнули. Он в порядке? Ну, как вам сказать? Странно немножко, но в остальном все нормально вроде с ним. Вернулся в норму. Правда? Я разорвала пакт. Не знаю, что вы там сделали, но это сработало. Давайте я помогу подняться. Джереми, ты в порядке? Прости, что поранила тебя. Надеюсь, ты сможешь меня простить. Эмили, я по тебе скучал. Останешься со мной ненадолго еще? Дядя, что с тобой? Это из-за анестезии? Какой-то он странный. Хотелось бы мне, чтобы вы были правы. Так вышло, что вы сделали ему лоботомию. Я весьма впечатлен, особенно учитывая вашу технику. Он таким останется навсегда? Вы пожертвовали частью его разума, чтобы спасти остальное. Это как вылечить больное колено, отрезав ногу. Грубо и прямолинейно. Это ужасно. Возможно, но он хотя бы не страдает больше. Она ему сделала лоботомию. Вы помните темного человека, Джереми? А, да. А куда он подевался? Я надеюсь, с ним все хорошо. Видите? Один удар в запале, и необходимость в дальнейшем лечении просто отпадает. Полагаю, вы заберете его обратно в Новый Орлеан? Да, заберу. Только сперва отыщу детектива Карнби. А где он, кстати? Хороший вопрос. Так, вернитесь в Новый Орлеан с Джереми и детективом Карнби. Хороший план. А главное, надежный. Как швейцарские, блин, часы. Так, давайте отыщем этого детектива. Да, он запропастился. А, вот он. Нет, это не он. Это не он. Так, подожди, тут есть... Это что? Подождать детектива Карнби? Секундочку, секундочку. Тут можно каждому подойти и пообщаться.
Дать Грейс поиграть с чем-нибудь? С чем? Серьезно? Что за игрушка такая? Как с ней играть? Уи. Вот так. Очень веселое занятие. Да, правильно, на голову кому-нибудь. О. Hey, kid. What are you up to? Эй, малышка, что ты, как ты? Nothing much. Нормально. Yeah? Да? Anything I'm gonna have to pay for? Мне ни за что заплатить не придется? You're bored, aren't you? Скучно тебе, да? Вижу, что скучно. Хочешь узнать, сможем ли мы оторвать твою маму от спектакля? Can you believe they're still going? Представляете, он все еще идет. Несколько часов прошло. Well, I just didn't want you to think we had abandoned you. Ну, я просто не хотел, чтобы... Can we go home? Мы домой Yes, пойдем? Да, please, конечно, can пойдем. we? What? You guys didn't Вам like что, to play? не понравилось? It was alright. Неплохая It was она, difficult to но follow. понять сложновато. Oh, I Ого, agree. соглашусь. В некоторые моменты казалось, Let's just say будто there бы are я moments один where в it, темноте. left me alone in the dark. Oh God. Alone in the dark. Да. Whoa, what do you know? Did you like it, sweetie? Они какой-то спектакль смотрели, который называется Alone in the Dark. Uh-huh. And pirates. That would have been fun. Well, maybe next time. Ну, давай в следующий раз посмотрим. Так, вы не хотите сказать, что вся игра это был спектакль, который они только что смотрели? Да ладно. Да ладно. Серьезно. Я когда за чувака играл, с этого детектива Карнби, у меня вообще другая была концовка. Совсем. Вот это прикол. Это было сейчас очень неожиданно. Прям максимально. Забавно. Теперь вы можете начать новую игру со всем открытым оружием на более трудном уровне. Так, понято, принято. Вы открыли новую игру плюс. Вот такая игрушка, ребятки. Надеюсь, вам понравилось. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, лайкать, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых сериях. Также подписывайтесь на Instagram, Telegram, TikTok, Twitch, ссылки в описании. И в закрепленном комментарии, скорее всего, также будут. Все, спасибо за просмотр еще раз. До скорых встреч. Огромной удачи и пока.